Доброе утро, друзья. Все работает, все хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте с вами проверим связь, все ли у нас работает, все ли меня слышат, все ли видят. Отзовитесь, пожалуйста, в чате. Да, слышу. Вижу, слышу. Хорошо. Это хорошо. У нас уже 10:02. Мы начинаем наше мероприятие, которое посвящено очень важной теме – обеспечение психологической безопасности в учреждении, подключение защитных факторов. Пока вы подключаетесь и реагируете на «слышу, вижу» и «все хорошо», я вас познакомлю с программой нашего мероприятия. Мы сегодня будем работать с вами до 3 часов примерно. Вы можете, конечно, отключаться на какое-то время и возвращаться вновь, но вот темы наши такие сегодня. Это роли педагога-психолога, социального педагога в диагностике и профилактике девиантного поведения, различных форм девиантного поведения, планирование профилактической деятельности, организация мониторинговых исследований, разработка программ профилактики. Также в нашей программе будут выступать практики из детских садов и школ, гимназий Республики Коми, из колледжей, с практическими материалами, которые вы видите, в принципе, на экране. И после перерыва мы с отдельными специалистами, которые пожелают и которые должны будут принять в этом участие, посмотрим материалы, которые касаются кейс-технологий. Будем учиться с этим работать. Наша тема обусловлена очень, с одной стороны, неприятными событиями, с другой стороны, все, что не делается, все к лучшему. У нас с вами работа эта инициирована и в том числе Министерством образования Республики Коми и прокуратурой Республики Коми по фактам, выявленным не очень хорошим в некоторых государственных образовательных организациях. Поэтому очень внимательно слушают все специалисты государственных учреждений, детских домов и интернатов. Тема, которая будет держаться на контроле Министерством образования и нами в том числе. Все, что прозвучит сегодня, будет воплощено в практику в ближайшее время. И хотелось бы, чтобы все откликнулись и включились в командную работу по реализации этого направления. Обеспечение психологической безопасности в учреждении. Мне бы хотелось знать, есть ли у нас муниципалитеты. Сейчас, секундочку. Усинск есть? Вы ставьте Усинск плюсик. Инта, Воркута, Ухта, вот все органы управления образования, государственные учреждения, вы ставьте плюсики, кто есть, кто нет, чтобы мы потом в чате проверили, кто у нас молодец, а кто будет молодец после того, как мы вместе поработаем. Особенно мне хотелось бы увидеть сейчас детский дом Воркуты, детский дом Печоры, Усинска и Ухты, чтобы откликнулись и увиделись, что вы с нами, потому что в большой степени эти материалы будут касаться и организации работы в ваших образовательных, ваших организациях, ваших учреждениях, ваших детских домах, с вашим коллективом педагогов, воспитанников. Хотелось бы еще следующее сказать, что
Республиканское методическое объединение в этом году будет работать в формате вебинаров, вот в таком виде. Вы уже, наверное, когда заходили в вебинарную комнату, видели, что там несколько вебинаров, и видно, что они на какие даты и на какие промежутки времени. Это не значит, что мы вот с 10 до 15 будем все с вами работать и не отрываясь от экранов наших компьютеров или телефонов, будем работать на будущее следующим образом. Первый час, то есть с 10 часов до 11 мы будем работать со специалистами органов управления образования и руководителями методических объединений. Чтобы это были такие организационные часы, где мы могли бы решать вопросы стратегии и планирования, чтобы практики не теряли время на это. А второй час, или, может быть, это будет не час, а 1,5 часа, 2 часа, как получится, да, как найдутся специалисты или какой-то интересный практический материал. Второй час будет посвящен именно опыту работы образовательных организаций в области той тематики, которая определена. И, в принципе, могу сейчас озвучить. Это презентация, следующее, ближайшее методическое объединение будет посвящено презентации опыта победителей региональных конкурсов. Я приглашаю всех победителей поучаствовать в том, чтобы презентовать свой опыт. Это воркутинские психологи, победители региональных конкурсов и участники всероссийских конкурсов. Это Мария Ивановна Шевадаева, Лимонцева Галина Викторовна и вся команда победителей «Пси-перспективы». Очень вас прошу подготовить к следующему заседанию материалы для презентации, чтобы ваш опыт был известен всей республике и вашими материалами воспользовались психологи. Кроме того, следующая тема у нас посвящена адаптации детей на разных ступенях образования. И хотелось бы заслушать опыт, и у кого есть информация полезная, практика ориентированная, пожалуйста, добро пожаловать на просторы этой веб-комнаты и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, чтобы все были во всеоружии в этом непростом деле адаптации. Следующий семинар, следующая веб-встреча наша будет 18, предыдущая будет 27 ноября. Третье заседание, получается, третье вот по этому списку, да, 18 декабря. К вопросу о половом воспитании в целом будет посвящена эта встреча. А что-то тут у нас напутано, да? Угу. Технологии работы с семьей обучающихся группы риска. Также на перспективу смотрим совершенствование деятельности по профилактике аутоагрессивного поведения. Будем более подробно с этим работать, потому что запрос от отдельных образовательных учреждений поступает на то, что данная тема актуальна для них. Для того, чтобы все были в строю по этой тематике, мы еще раз погрузимся в этот вопрос. 26 февраля организация психолого-педагогического сопровождения, подготовка к экзаменам, профильное обучение, опыт работы. 26 марта организация работы с детьми ОВЗ, все, что касается таких детишек, разработка программ, также опыт работы. 23 апреля мы с вами завершим наше общение, и здесь у нас под конец учебного года будет вопрос о профилактике эмоционального выгорания педагогов, вообще специалистов образовательной организации и подведение итогов
Республиканского методического объединения. Вот такие наши планы. Конечно, это план примерный, и мы с вами его по ходу можем корректировать, дополнять по вашим запросам, что вам интересно. Когда вы пишете в чат, вы можете задавать вопросы, можете реагировать на какие-то выступления. В конце нашего вебинара, когда вы будете говорить «до свидания», спасибо за встречу, вы обязательно откликнитесь парой слов. Было интересно или не было интересно, что было интересно, что понравилось и так далее, чтобы на будущее вот эту обратную связь нам все-таки иметь, и чтобы мы знали, куда двигаться и для чего. Так, и начнем. Роли педагога-психолога, социального педагога в диагностике и профилактике девиантного поведения. Сегодня мы с вами наметим такой вот образ, такую социально-психологическую модель профилактики отклоняющихся форм поведения детей, подростков, молодых людей в различных образовательных организациях и учреждениях, в детском доме, в детском саду, в школе, в профессиональном лицее, в колледже и так далее. Для эффективной работы педагога-психолога, социального педагога, да, в принципе, и всего педагогического коллектива учреждения необходимо уделять пристальное внимание и диагностике, и профилактике всех возможных девиаций. И особенно важна помощь обучающимся и воспитанникам в период адаптации к новым условиям, переходу из одного учреждения в другое, к переходу на следующую ступень образования, обучение по новым образовательным программам, помочь, заинтересовать, направить в нужное русло. Эта помощь нужна обучающимся и всем, в принципе, участникам образовательного процесса. В образовательных организациях республики осуществляют свою деятельность на данный момент 362 педагога-психолога, что больше, чем в прошлом году. Это радует, что идет рост численности нашей. Примерно на 30 специалистов больше и 225 социальных педагогов. К сожалению, мы пока не посчитали полностью всю информацию по мониторингу, по формированию реестра педагогов, психологов и социальных педагогов вот этой всей нашей службы, поскольку от территории, это муниципалитетов, государственных учреждений, государственных профессиональных учреждений идет задержка материалов, и поэтому мы с вами имеем тоже некоторое отставание в предоставлении информации по итогам. Хотелось бы, конечно, эту информацию сегодня озвучить, но, к сожалению, мы имеем только вот такие общие цифры. Ну и хорошо, что у нас есть еще вот такая положительная тенденция к росту специалистов психологической службы, социально-психологической службы. Это радует. Это радует, что у нас становится все больше и больше. Соответственно, и скорее всего, что это молодые специалисты, которые рады будут, наверное, слушать всю информацию, которая прозвучит на Республиканском методическом объединении. Радует также тот факт, что созданы и функционируют методические объединения практически во всех муниципальных образованиях, но их нет в 5. В 5 муниципальных образованиях. Это Троицко-Печорский район. Ну, понятно, что там психологов раз-два и обчелся, и принимаю эту ситуацию. Кайгородский район, Усть-Илимский район, Ижемский район. В Ижемском районе существует группа ВКонтакте, где идет обмен информацией. И тоже, скажем так, простительно, да, но в формате вот такого вебинара или общения в Zoom можно будет организовать на будущее. И у нас в таких вот отстающих рядах почему-то оказался город Сыктывкар, дошкольники.
самая многочисленная компания дошкольных психологов именно в Сыктывкаре, и почему-то они остались без методического объединения. Очень странно и очень печально. Состояние профилактики в образовательных организациях Республики Коми. Информация была предоставлена от 294 муниципальных образовательных организаций, всех муниципалитетов. Также мы с боем выбивали от некоторых вот эту всю информацию. Вот на будущее очень просим, чтобы сроки соблюдались. Соблюдались сроки и соблюдались какие-то инструкции по заполнению мониторинговых исследований, потому что иногда приходится уточнять очень много и часто делать звонки, иногда целыми днями сидеть на телефоне, чтобы выяснить какие-то цифры или неточности. Внимательно читайте пункты заполнения мониторинговых форм, чтобы специалисты наши, Ольга Владимировна, Наталья Александровна, вас не мучили вопросом. Короче говоря, давайте поймем друг друга и будем внимательно читать вопросы мониторинговых форм и отвечать конкретно на поставленные вопросы. Значит, 294 образовательные организации муниципальные ответили на этот вопрос, 30 государственных учреждений, 30 ГПУшек. В них более 108 10 тысяч педагогов, 108 тысяч детей обучаются. И хотелось бы такой факт отметить, как обозначить проблему, что на учетах профилактических за нарушение дисциплины состоят 845 человек, за административные правонарушения 804, за употребление алкогольных напитков 339, за уголовное преступление 237, за агрессивные действия, жестокое обращение со сверстниками 186, за употребление снюсов и курительных смесей 32 человека. Вот в этом ранжировании, да, при этом ранжировании мы видим, что здесь идут на первом месте нарушение дисциплины, прогулы, какие-то административные правонарушения, употребление алкоголя. Ну и уголовные и агрессивные действия также присутствуют в спектре наших девиаций. Для интернатных учреждений, детских домов, школ-интернатов характерной особенностью являются самовольные уходы, что послужило для прокуратуры почвой для разбирательства. Сейчас мы в настоящее время будем этот вопрос активно прорабатывать и с детскими домами и интернатными учреждениями будем разрабатывать программу профилактики. И если образовательные организации, которые взаимодействуют с интернатными учреждениями, подключатся к этому вопросу, то было бы очень хорошо. По суицидам также у нас прошел мониторинг, который нам обозначил следующую проблему. Это диагностика и выявление группы риска по суицидальному поведению, по аутоагрессивному поведению. По результатам диагностических методик в образовательных организациях Республики Коми были выявлены обучающиеся в количестве 389 человек. 389 человек. Из них 215 девочки и 174 мальчика разного возраста. Информация предоставлена следующими муниципалитетами о группе риска. Воркута, Ижемский, Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Ударский, Ухта. В остальных
муниципалитетах группы риска по аутоагрессивному поведению нет. Правильно я понимаю? Или же не ведется работа по выявлению группы риска по агрессивному поведению. Вот у меня возникает такой вопрос. Давайте с вами договоримся, что группа риска по аутоагрессии, она будет во всех образовательных организациях. Во всех образовательных организациях, наверное, есть дети, у которых выявляются депрессивное состояние или сниженное настроение там, и так далее. То есть мы первым этапом выявляем психоэмоциональное состояние детей и дальше работаем вот с детьми по углубленному исследованию их причин вот этого сниженного эмоционального состояния. Как-то вот, видимо, будем разрабатывать информационное письмо для того, чтобы этот вопрос нам поставить, ну, все точки над «и» поставить, чтобы нам разграничить, да, диагностику психоэмоционального состояния и диагностику кризисных состояний и основания для отнесения обучающихся к группе риска по аутоагрессивному поведению. На мой взгляд, в группу риска по аутоагрессивному поведению должны входить детки, у которых есть признаки депрессии, есть низкие коммуникативные, да, показатели. Это может быть какие-то безнадежные, да, признаки и так далее. Давайте с вами этот вопрос в формате информационного письма и ответа на него с какими-то разъяснениями проработаем. Хорошо? И в конце концов определимся с тем перечнем методик, которые нужно использовать в этой связи. Понятно, что никакая методика бумажная не определит склонность того или иного человека к аутоагрессивным действиям, но наблюдать признаки суицидальные нужно иметь у себя в арсенале и это держать на контроле. И те районы, которые отсутствуют, в которых отсутствует группа риска, пожалуйста, задумайтесь и с нами свяжитесь, каким образом мы будем действовать. А те районы, которые уже нам указали группу риска, мы у вас спросим опыт работы. Каким образом, да, у вас выявляется, идет работа по выявлению группы риска по агрессивному поведению. Я записываю себе этот вопрос, и будем этот вопрос сразу же решать после этого вебинара. Дальше. Но по итогам мониторинга основными причинами аутоагрессии являются неразделенная любовь, конфликты с близкими и сверстниками. При этом среди данных причин конфликты с близкими у девочек превосходят в 5 раз ответы мальчиков на этот вопрос. Кроме того, в нынешнем отчете появляются такие причины, как посещение, как пандемия, алкогольное опьянение и посещение сайтов смерти. Вот такие результаты, конечно, радует, что в большинстве муниципалитетов работают, функционируют программы профилактики аутоагрессивного поведения. Но есть и территории, где еще не разработаны планы, программы, перечни мероприятий по данной тематике. И вы знаете,
свои долги, пожалуйста, в этом году постарайтесь проработать этот вопрос, чтобы у вас это направление было на контроле. Можно выделить несколько актуальных направлений деятельности по профилактике и преодолению девиантного поведения детей и подростков. Первое – это, конечно же, превенция девиантного поведения, построение и осуществление стратегии профилактической работы. И такая работа должна быть комплексной и системной. Второе направление – это уже специальная работа с девиантными детьми, с делинквентными детьми. И в этой связи важными областями можно считать формирование направленности личности, просоциальных установок, развитие позитивной я-концепции, формирование социальной психологической компетентности и навыков адекватного межличностного взаимодействия в группе, индивидуальная профилактическая коррекционная работа по различным девиациям, развитие ответственности личности, внутреннего локуса контроля и так далее. В рамках этого же направления очень важно построить эффективную работу с педагогами и с семьей. То есть вот эти вот направления должно быть не только касаться детей, да, но и всех участников образовательного процесса. Если есть родители, на родителей, если нет, значит, с педагогами работать. Еще одно направление – построение эффективной системы подготовки, повышения сотрудников. И это могут быть не только педагогические работники, это может быть персонал учреждения, технические, например, да. В области проблем девиантного поведения обязательно необходимо повышать свою компетентность и компетентность коллег и сотрудников учреждения. Система подготовки опирается не только на теоретические знания, но и на практическую отработку тех методов, приемов, которые помогают справиться с проблемой, актуальной на данный момент во всех образовательных организациях. И нужно сказать, что подростки совершают опасные деяния и девиации какие-то у них появляются не внезапно. Причины девиантного поведения рассматриваются в связи с какими-то нравственными, психологическими, культурными особенностями становления человека как личности. И издержки социализации в более раннем возрасте, пробелы, упущения в семье, в школьных каких-то взаимоотношениях, в ближайшем окружении, в воспитании могут проявляться в конкретных девиациях. Не могут, а проявляются. Вот то, что мы видим сейчас, это уже плоды того, что мы посеяли ранее. Социальные свойства личности подростков формируются постепенно и задолго до того, как совершилось вот это деяние предупреждения, преступлений и устранение каких-то детерминирующих факторов, подключение защитных факторов. Это главное направление борьбы с девиацией и предпосылкой воспитания такого законопослушного человека. Это положение находит свое отражение в нашем любимом федеральном законе об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 120-й закон. Так, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, система социальных, правовых, педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным деяниям несовершеннолетних и мер, осуществляющих в совокупности индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и их семьями. В чьих силах отыскать те заветные защитные факторы и вовремя направить поток юной энергии в позитивное русло. Конечно же, это в силах всего педагогического коллектива, который, но тон всей вот этой профилактической политики, конечно, задает педагог, психолог, социальный педагог. Заглянем в профессиональный стандарт педагога-психолога и социального педагога.
Этим документом мы тоже руководствуемся, этими документами мы руководствуемся в своей профессиональной деятельности. Эти документы должны стать настольной книгой. Все направления деятельности, которые отражены в профессиональных стандартах, должны быть реализованы. Должны. Стандарт. Для педагога-психолога это приказ Министерства труда и социальной защиты 2015 года, номер 514-Н, об утверждении профессионального стандарта педагог-психолог, педагог в сфере образования. И социальный педагог, для социальных педагогов это приказ Минтруда и социального развития от 2017 года, номер 10Н, об утверждении профессионального стандарта специалиста в области воспитания, где часть пунктов отнесена именно к должности социальный педагог. Так вот, обобщенная функция трудовая психолога-педагога, есть ряд функций, которые присущи педагогу-психологу. Я сейчас вам озвучу те функции, которые касаются именно диагностики и профилактики напрямую. Обобщенная трудовая функция у педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего профессионального дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ. И трудовая функция 3.1.2 – это психологическая экспертиза, оценка комфортности и безопасности образовательной среды, образовательных организаций. То есть вот та тема, которую мы сейчас озвучим, это одна из трудовых функций педагога-психолога в образовательной организации. Важно этим заниматься не по приказу Министерства образования, а в целом по своей сущности психолого-педагогической. Мы с вами специалисты в этой области, у нас наша должность педагог-психолог, соответственно, и вот эта трудовая функция должна быть в нашем арсенале, независимо от того, есть приказ Министерства образования или его нет. Вот. И некоторые трудовые действия, которые иллюстрируют психологическую экспертизу комфортности и безопасности образовательной среды. Это психологический мониторинг и анализ эффективности и использования методов и средств образовательной деятельности. Это психологическая экспертиза программ развития образовательной организации с целью определения безопасности и комфортности. То есть не нужно брать на себя лишнюю ответственность, именно безопасность и комфортность. Введение профессиональной документации, планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты. Кстати, вот об этом направлении деятельности у нас должны в скорейшем будущем, может быть, к зиме от Российской Федерации должны прийти методические рекомендации, над которыми работали вы, уважаемые психологи всей республики, да, все рекомендации были переданы, но пока ждем. И вся Россия, в принципе, ждет, что будут какие-то наши пожелания учтены в этих методических рекомендациях. Следующая функция, которая касается педагога-психолога, 3.1.5, психологическая диагностика детей и обучающихся. Некоторые трудовые действия – это психологическая диагностика с использованием современных образовательных технологий, включая информационно-образовательные ресурсы. Опять же, мы с вами уже 3-й год работаем над единым комплексом диагностических методик. Надеюсь, потихонечку мы с этим вопросом справимся. Я очень сильно надеюсь, и этот вопрос не отпускаем с контроля. Скрининговое обследование, мониторинг с целью анализа динамики психического развития, определения лиц, нуждающихся в психологической помощи, составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностик, определение степени нарушений в психическом, личностном, социальном развитии детей в рамках работы комиссий и консилиумов, изучение интересов, склонностей, способностей детей, осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических методик.
и ведение документации, конечно же, в этой области. Пункт трудовая функция 3.1.7. Психопрофилактика. Профессиональная деятельность направлена на сохранение, укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях. То есть вот эта психопрофилактика, она как раз таки направлена на сохранение, укрепление психологического здоровья, на обеспечение безопасности всего пространства образовательного. И какие трудовые действия здесь? Выявление условий неблагоприятно влияющих на развитие личности, разработка психологических рекомендаций по комфортности и безопасности для личностного развития, планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикции, девиаций. Планирование и реализация совместно. Ни один педагог-психолог не справится с таким шквалом, с такой бурей девиаций. Только вместе сообща всем коллективам педагогическим под координирующим началом педагога-психолога. Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения сберегающих здоровье технологий. Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям. Разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной интеграции, социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников с девиантными и аддиктивными проявлениями. Ведение документации. Вот эти вот трудовые функции с трудовыми действиями как раз характеризуют те пункты, которые мы с вами сегодня озвучим. Именно диагностика, профилактика. Конечно, есть еще дети с ОВЗ, там тоже диагностические какие-то мероприятия проводятся, но конкретно сегодня интересует именно профилактика девиаций, поэтому такая фильтрация произошла трудовых функций. По социальному педагогу мы основываемся также на приказ Минтруда, и в нем тоже есть обобщенные функции. Значит, утвержден профессиональный стандарт специалистов в области воспитания. И таких специалистов в области воспитания, кроме социального педагога, это еще педагог-организатор, вожатый, старший вожатый и, собственно, воспитатели. И часть этого трудового стандарта профессионального принадлежит социальному педагогу. Обобщенная трудовая функция – социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации. И трудовая функция 3.1.1 – планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации, некоторые трудовые действия, анализ ситуации жизнедеятельности обучающихся, проектирование программ формирования обучающихся социальной компетентности, социально-культурного опыта, разработка мер по профилактике социальных девиаций среди обучающихся, планирование совместной деятельности с институтами социализации в целях обеспечения позитивной социализации обучающихся, применять специально-педагогические методы изучения ситуации для выявления потребностей обучающихся, разрабатывать программы по формированию обучающихся социальной компетентности, разрабатывать мероприятия социальной адаптированности обучающихся к жизненным условиям. Конечно, все это делается в комплексе. Вот я так думаю, что сегодня мы, когда будем говорить о программе профилактики, мы с вами будем нескольких зайцев ловить, чтобы всем было комфортно и понятно, и чтобы была взаимосвязь между деятельностью специалистов одного учреждения. И такая какая-то согласованность была действий, чтобы не каждый в свою сторону тянул, и в итоге никакого результата. Функция 3.1.2. Организация социально-педагогической поддержки в процессе социализации, некоторые трудовые функции, профилактическая работа с обучающимися группой социального риска, организация социальной реабилитации обучающихся, имеющих проявление девиантного поведения,
обеспечение досуговой занятости обучающихся, организация совместной деятельности с социальными институтами, проводить занятия культурно-просветительские по формированию социальной компетентности, организовать социально и личностно значимую деятельность обучающимся с целью формирования социально-культурного опыта, применять технологии педагогической поддержки социальных инициатив обучающихся. Функция 3.1.3. Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся и некоторые функции. Разработка методических материалов для реализации программ по социально-педагогической поддержке обучающихся. Организация методического обеспечения контроля и результатов деятельности по социально-педагогической поддержке. Разрабатывать информационные материалы для программ социально-педагогической поддержки, предназначенных для участников, педагогов, родителей, обучающихся. Вот такое наше место, такова роль социального педагога в профилактических мероприятиях, диагностике и профилактике. И я думаю, что мы не зря с вами сделали методическое объединение для педагогов и социальных педагогов, и надеюсь, что в каждом образовательном учреждении социальный педагог и педагог-психолог организуют такую командную работу по тому, чтобы справиться со всеми задачами, которые поставлены на сегодняшний день для этих специалистов. Понятно, что руководитель образовательной организации нашел таких профессионалов, которые всемогущие в каждой области являются передовиками, но наша с вами задача не складывать на свои плечи хрупкие весь пласт работы и ответственности за положительные тенденции в области профилактики девиаций, а организовать командную работу. Такую создать основу для того, чтобы руководитель организации, администрация организации инициировала работу по объединению всего педагогического сообщества, образовательной организации в ходе профилактики. И, в принципе, не только педагогического сообщества, но и родительского сообщества, сообщества обучающихся. Следующий момент, который хотелось бы отметить, вот в тех методических рекомендациях по совершенствованию деятельности психологических служб образовательных организаций, которые готовятся Министерством образования или просвещения Российской Федерации, есть такой пункт, который гласит: одним из ключевых направлений деятельности педагога-психолога в системе образования является психологическая диагностика обучающихся. Это понятно. Главным действующим правовым актом в этой сфере на сегодняшний день является, я цитирую, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, тут старый приказ указан, от 16 июня 2014 года, номер 658, об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования. Фактически документ разработан в целях реализации пункта 5 статьи 53.4 Федерального закона номер 3 о наркотических средствах и психотропных веществах, подпункта Федерального закона номер 120 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. И пункта 15.1 части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании. И что в этой связи? Указанные документы регламентируют проведение обследования на предмет, то есть вот
возникает вопрос, что нам делать в этой связи? И я предлагаю следующее. И уже, по-моему, ранее предлагала, но сейчас еще раз предлагаю и настойчиво рекомендую использовать социально-психологическое тестирование, результаты социально-психологического тестирования в своей работе по максимуму, не только для выявления группы риска, которые пойдут на медосмотр. Я рекомендую использовать социально-психологическое тестирование в своей работе для работы по отдельным шкалам. По отдельным шкалам. Вы помните, да, эти шкалы? Это факторы риска, такие факторы риска, социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение. Но можно, я думаю, что использовать и в целом для выявления девиантности. И в оценке ситуации вообще с ребенком. Тем более, что его можно будет проследить потом в динамике в течение всех лет обучения. И все автоматизировано, и быстро, и просто. Сейчас, конечно, у нас вот этот пакет вам недоступен обработке, но мы обязательно вам его скинем, когда он будет доведен до завершающей точки своего совершенства. Так вот, качество и условия, регулирующие взаимоотношения личности и социума, там оценивается. Это потребность в одобрении, подверженность влиянию группы, принятие социальных установок социума, наркопотребление в старших опросниках исследуется. Кроме того, в качестве факторов риска используется качество, влияющее на индивидуальные особенности поведения, склонность к риску, импульсивность, тревожность, фрустрацию. В принципе, и для выявления каких-то аутоагрессивных особенностей можно этот опросник тоже использовать. И я знаю, что по России при возникновении таких вот ситуаций, не дай бог, конечно, которые связанные с суицидами, используют данный опросник при выяснении ситуации, проводилась ли работа с детьми или нет. Факторы защиты, протективные факторы, обстоятельства, повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. Принятие детско-родительские отношения можно проследить, да, принятие одноклассниками, социальная активность, самоконтроль, самоэффективность. То есть довольно широкий спектр таких вот показателей, которые можно использовать в своей работе и какие-то методики уже не проводить. То есть привыкнуть к этому материалу, к этому диагностическому комплексу, его полюбить и изучить, как делают это некоторые специалисты, как вот мне нравится, да, что Елена Михайловна, например, из Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа просто вот досконально изучила эту методику, и у нас уже мучает, скажем так, вопросами, которые на самом деле являются принципиально важными при выяснении, обработке. Кстати, по социально-психологическому тестированию хочу вас настроить на то, что если у вас есть возможность в ближайшее время завершить это социально-психологическое тестирование, пожалуйста, вы его завершайте, делайте все как положено. А если возникает такая ситуация, когда дети уходят на карантин или школу полностью закрывают на такие какие-то мероприятия, министром одобрена такой вариант, как работа на бумажных носителях. Но в этой ситуации все равно придется вам же заносить эти данные в программу. Но поскольку тот бланк, который вам выслан, он, как правильно вот Елена Михайловна вчерашняя или позавчерашняя об этом говорили, что
вопросы в данном бланке, который вам выслан электронный, они выходят рандомно, да, то есть в беспорядочном таком порядке, не по цифры в бумажном опроснике не совпадают с номерами вопросов в электронном виде, потому что там все рандомно выскакивает, чтобы не было такой зацикленности и поиска каких-то закономерностей в ответах. Так вот, те, кто будет работать на бумажных бланках, забивать данные нужно будет в новые бланки, которые будут вам высланы чуть-чуть попозже. То есть будут бланки, где ответы будут по порядку выскакивать. А рандомность – это одно из условий прохождения методики в электронном виде, которое заявлено авторами методики, поэтому мы не можем эту рандомность исключить для всех. А для тех, кто будет проходить в бумажном виде, делаем такую поблажку, но у вас будет другой бонус. Вам нужно будет заносить все это самостоятельно в форму. И не забывайте при этом про индивидуальные коды. Индивидуальные коды должны быть и на бумажных носителях тоже, чтобы вам проследить этого ребеночка в течение всех лет его обучения. Вот это вот то, что касается диагностики. То, что касается диагностики. И, пожалуйста, если есть возможность у вас по максимуму включить социально-психологическое тестирование в свою работу, включите, поменяйте немножко свою стратегию в плане диагностики и облегчите себе таким образом немножечко жизнь. Планирование. То, что касается планирования. Времени у меня осталось немножко, что-то я немножко так отвлекаюсь. Планирование профилактической деятельности, организация мониторинговых исследований. Исходя из необходимости оптимизации деятельности педагога-психолога и учета выполняемых текущих работ, необходимо тщательно подходить к вопросу документации и в соответствии действовать и со стандартом, и с какими-то временными своими возможностями, постараться в этой связи облегчить свой труд. Как-то, может быть, заполнять в электронном виде, продумать такую систему, которая бы могла вам помочь минимизировать вот свои бумажные необходимости, так скажем. Документация педагога-психолога должна основываться в первую очередь на нормативных документах, как я уже сказала, то есть пока нет новых вводных, мы основываемся на старых. А должна охватывать все виды работ педагога-психолога, строится в соответствии с основными направлениями. И отражать она должна не только свою работу как психолога, но и должна быть частью в структуре всей деятельности образовательной организации и быть ориентирована на, скажем так, учет своей деятельности и свою лепту в общее дело. Отражать определенную периодичность деятельности, удобную для отчетности, обладать определенной унифицированностью. Наверное, у многих есть опыт ведения документации журналов. Сейчас у нас все-таки по отчетности будет такой труд, выйдет и до вас доведем. И хотелось бы, чтобы в этом поучаствовали опытные стажисты, чтобы данный материал был более такой приближенный к жизни. И для удобства основным отчетным периодом
желательно принять месяц, неделю, месяц, чтобы было удобно потом считать в конце года, сложить просто 12 цифр гораздо проще, чем перелопачивать все материалы. И в конце по стандартной форме отчетности, полностью соответствующей отчетности за учебный год. При планировании следует учитывать, что педагог-психолог работает все-таки на 3 группы детей, родителей, педагогов, ну и администрацию тоже, да. И хотелось бы сказать, что в мониторинговых исследованиях, когда вы участвуете, вы все используете все то, что вы отразили в тех отчетах, которые у вас, в принципе, текущие есть. Ничего не надо придумывать. Соответственно, если поступает отчет по суицидам или какой-то медиации, у вас вся эта информация должна отражаться в ваших текущих отчетах и не составляет труда какие-то цифры выудить. Для этого нужно, конечно, чтобы эти направления были отражены в ваших отчетных документах. Вот. Перед тем, как мы перейдем с вами к разработке программы профилактики к теме этой, хотелось бы вам в качестве разгрузки прочитать такую статью. Она касается того, что, в принципе, люди – это люди, у которых наделены душой, у которых есть какие-то нравственные принципы и ориентиры. Что будет, если обезьяне дать деньги? 2 ученых из Иллинойского университета, экономист и психолог, решили научить обезьян пользоваться деньгами, и у них это получилось. Идея денег, как оказалось, могут усвоить существа с крохотным мозгом и потребностями, ограничивающимися едой, сном и половыми взаимоотношениями. Капуцины, на которых проводился эксперимент, считаются зоологами одними из самых глупых приматов. На первый взгляд и вправду может показаться, что в жизни им ничего не надо. Вы возьметесь кормить их конфетами, они будут целый день ходить к вам и выпрашивать. Американские этологи провели эксперимент по введению трудовых отношений в стае капуцинов. Они придумали в вольере работу и универсальный эквивалент – деньги. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с усилием в 8 килограмм. И это было значительное усилие и настоящий труд для этих маленьких обезьянок. За каждый качок рычага обезьяна стала получать веточку винограда. Как только капуцины усвоили простое правило «работа, вознаграждение», им тут же ввели промежуточный агент – разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они стали получать жетоны разного номинала. За белый жетон можно было получить у людей 1 веточку винограда, за синий – 2, за красный – стакан газировки и так далее. Вскоре обезьяны расслоились в своем обществе, и в нем возникли те же самые типы поведения, что и в человеческом обществе. Появились трудоголики и лодыри, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз. Очень денег хотелось заработать, видимо. Кто-то предпочел работе рэкет и отнимал деньги у других. Но главное, что отметили экспериментаторы, у обезьян проявились те черты характера, которые ранее не были заметны. Жадность, жестокость, ярость в отстаивании своих денег, подозрительность друг к другу. В продолжении изучения экономического поведения
Обезьянам вручили другие деньги в виде серебряных дисков с отверстиями в середине. Через несколько недель капуцины усвоили, что за эти монетки можно получать пищу. Экспериментатор, который в молодости увлекался марксизмом, не стал проверять, правда ли труд превращает обезьяну в человека, а просто раздал обезьянам эти монетки и научил использовать их для покупки фруктов. Перед этим выяснили, кто что любит, чтобы установить, что для каждой обезьяны есть своя шкала предпочтений. Сначала такса была единой. За кислое яблоко и кисть сладкого винограда просили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом кислые, а запасы винограда таяли. Наконец, картинка резко поменялась. Когда цена на яблоки вдвое снизилась, что произошло? После довольно долгого замешательства обезьяны решили практически полностью потратить все деньги на яблоки. И только изредка пользовались возможностью полакомиться виноградом. В один из дней, когда все подопытные животные в общей клетке уже знали, что один предмет стоит дороже, а другой дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранились эти денежки, и присвоила все монетки себе, отбиваясь от людей, пытавшихся отобрать у нее металлическую добычу. Так обезьяны совершили первое ограбление века банка. Прошло еще несколько дней, капуцины открыли для себя феномен проституции. Молодой самец дал самке монетку, ученые думали, он влюбился, сделал подарок, а нет. Самка отдалась самцу, а затем пошла к окошку. С каждым, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько виноградин. Все остались довольны, и обезьяны, и ученые обезьяны освоили либерально-капиталистические отношения, а ученые защитили докторскую. Вот такое небольшое рассказе погружения, что, в принципе, девиациям не нужно учить, оно само собой приходит в наших условиях, да, а для того, чтобы иметь какую-то нравственность, необходимо все-таки потрудиться, и с этим должны работать профессионалы своего дела. И поскольку время мое вышло, разработку программы профилактики я переношу на после обеда. А сейчас слово я предоставлю тем людям, которые вкладывают всю свою душу в работу, в свое дело профилактики, дело психологии, сопровождения детей, которые иногда, может быть, ведут себя не так, как бы хотелось. Вот однажды у одного мудреца спросили, как можно распознать хорошего человека. Мудрец ответил, это не то, что он говорит, и не то, каким он кажется, а это та атмосфера, которая создается в его присутствии. Вот что является свидетельством. Ибо никто не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу. Так вот, я бы сказала, не как распознать хорошего человека, а как распознать психолога. Психолога видно сразу, и какая атмосфера в учреждении, и как хорошо в нем педагогам, детям и всем остальным. Я предоставляю слово Елене Сергеевне Боровченко, педагогу-психологу детского сада номер 12 города Усинска. И добро пожаловать в сказку. Пожалуйста, Елена Сергеевна, включайтесь. Здравствуйте, Юлия Валентиновна. Я выключаюсь. Спасибо. Ну что, попробуем погрузиться в сказку, наверное. Но для начала, я так думаю, нужно объяснить, зачем это и для чего. Если мы говорим о том, что главной составляющей нашей работы является все-таки эмоциональное благополучие всех участников образовательного процесса, то я нашла для себя такой инструмент,
который помогает мне и моим коллегам удержать это хрупкое равновесие между потребностями ребенка и нашим представлением об этих потребностях. Но по большому счету это и есть ведь эмоциональное благополучие, эмоциональный комфорт. Дело в том, что педагоги-дошкольники несколько отличаются, наверное, по своим задачам от педагогов-психологов, которые работают в образовательных учреждениях более как бы уже со старшими детьми. Наверное, потому что мы более чувствительны к детским проблемам. Дело в том, что каждый ребенок, который переступает порог, во всяком случае, нашего детского сада, и думаю, что коллеги мои согласятся, становится уже частичкой нашей большой семьи. И для того, чтобы ему было комфортно, ему было с нами хорошо, мы стараемся создать для них оптимальные условия. Что нужно для этого? Для этого нужно его хорошо понимать, его нужно знать, поэтому каждый из них находится под нашим неусыпным вниманием. Для того, чтобы ребенку было хорошо, нужно, чтобы уверен был в нас и в том, что ребенку будет хорошо, еще и родитель. Потому что на самом деле сложная адаптация, исходя из моего опыта, как правило, бывает у тех детей, которых еще их не отпустили, то есть не произошла вот та самая сепарация, когда ребенок вырастает, и нужно постепенно его отпускать. И вот для достижения такой цели у нас в детском саду существует такая находка, как группа раннего развития. Эта группа существует не для того, чтобы мы там обучали детей, прививали им какие-то навыки и так далее. Эта группа существует для того, чтобы малыши и родители смогли пройти процесс вот этой сепарации наиболее безболезненно. То есть в группу раннего развития ходят детки с года и до 3 лет, которые уже ходят в наш детский сад, и родители не могут с ними расстаться до сих пор, или те, которые планируют прийти к нам в детский сад. Вот таким образом мы облегчаем адаптацию родителей, адаптацию деток тоже к детскому саду. Ведь ни для кого не секрет, особенно для психологов, что от того, как пройдет ребенок адаптацию, зависит уже в будущем процесс его как бы вот привыкания к новым обстоятельствам, когда он вырастет, как он будет реагировать на новые жизненные обстоятельства. Поэтому мы стараемся сделать эту первую адаптацию как можно более мягкой для детей, научить их полезным способам отреагирования на новые условия жизни, в которые они попали. И, соответственно, помочь родителям, потому что без них, я думаю, что у нас ничего не получится. Дело в том, что каждый из нас находит для себя тот инструмент, который является наиболее приемлемым, который является рабочим в его руках. И вот для меня сказки стали именно таким инструментом. Они позволяют мне, как новому человеку, участвующему в жизни детей, наладить с ними контакт, наладить контакт с родителями, протянуть вот эту невидимую ниточку, которая позволяет потом помочь в какой-то ситуации с тем, чтобы дети могли мне доверять, с тем, чтобы они понимали, что я именно тот человек, к которому они могут обратиться. Я уже порядка 4 лет работаю с этим методом сказкотерапии. Это наиболее экологичный метод помощи детям и взрослым тоже в трудных жизненных ситуациях. Это способ научить детей действовать в той или иной затруднительной или новой для них ситуации. Замечательный способ снять напряжение, помочь найти выход в конфликте в период общения, становления навыков общения. То есть вот такой инструмент, скажем так, универсальный. Так в чем же его преимущество для меня? Во всяком случае, надеюсь, что он поможет вам. Какие полезные уроки может вынести ребенок из сказки? Но кроме того, что сказка помогает детям
сформировать свое отношение к миру, то есть не бояться нового, узнавать что-то новое, не бояться окружающего вокруг. Сказка еще очень мягко воздействует на личность ребенка, на формирование его собственного «я». И это влияние, оно не авторитарно, то есть происходит как бы самоформирование личности ребенка. Сказка, она учит детей не бояться трудностей. То есть вот это вот в последнее время, когда наши дети говорят: «Я не умею, а у меня не получится», это ведь исходит от их неуверенности и от их порой даже нежелания попробовать что-то. Потому что, столкнувшись один раз с трудностями, да, не получив эффекта, ну, восторга от того, что они сделали что-то своими руками, у детей очень часто опускаются руки. Ну, вот сейчас они у нас такие статичные дети, нынешнее поколение, которым мы возмущаемся, но им жить в будущем, не нам, поэтому говорить о том, что все так плохо, ни в коей мере не стоит, потому что неизвестно, что будет через 5-10 лет, и, может быть, их навыки будут наиболее пригодны к той жизни, в которой они будут проживать. И вот именно сказки помогают им сформировать устойчивость к этим новым обстоятельствам, самооценку адекватную, умение себя оценивать, прививают какие-то коммуникативные, социальные навыки. В каких случаях нужны сказки, в каких случаях помогает сказкотерапия? Это замечательный способ работы с девиантными формами поведения у детей, причем любого возраста. Я вас уверяю, потому что иногда обращаются родители наших выпускников, и детки приходят ко мне разного возраста, уже совсем порой не детки, уже даже выпускники, имеющие своих детей, тех, с которыми у нас сложились хорошие отношения, и осталось вот эта вот ниточка. И это помогает людям в любом возрасте. Это помогает оценить риски в какой-то ситуации для моих коллег, то есть проанализировать ситуацию. Очень хорошо помогают сказки в работе с детьми с ОВЗ. Есть определенные техники, которые помогают работать. Очень хорошо помогают сказки для деток, у которых еще не сформировалось такое поведение, и у которых перед глазами, я не могу сказать, что они агрессивные, но они очень часто видят образцы вот такого агрессивного поведения в окружающей среде, и они для них еще пока не стали нормой. Для формирования вот таких вот положительных образцов очень здорово помогают сказки. Естественно, они помогают в период адаптации, естественно, они помогают пережить детям сложные жизненные какие-то обстоятельства, какие-то потери. Они очень хорошо и очень здорово помогают деткам с нарушенными, ну вот, как это называется, прошу прощения, видео пропадает, но я восстанавливаюсь, поэтому я буду вещать вот так, может быть, с перерывами. Год работы шел на пользу этой семье, и я понимаю, что это можно использовать уже на сегодняшний момент, потому что сейчас есть образец такого поведения, вернее, такой работы с семьей, в которой сложные взаимоотношения, вот когда появляется там новый папа, это очень сложно, особенно когда ребенок уже в более сознательном возрасте 5 лет, это тоже работает и очень хорошо работает, причем сначала со взрослыми, формируя поведение, потом уже и помогает с детками однозначно. Если говорить о структуре, да, сказки, какой она должна быть для того, чтобы она работала, то здесь все авторы, абсолютно все, с которых я изучала, и испробованные мной способы работы, они позволяют сделать следующие выводы. Для того, чтобы сказка работала, во-первых, нужно хорошо знать проблемы детей.
То есть, когда вы пытаетесь, ну, рассказать сказку ребенку, вы должны четко понимать, что та метафора, которую вы выбрали, работает конкретно на эту проблему. Для этого специалисты выделяют следующие детские проблемы, основные, под которые мы потом подбираем метафору. Это сказки для детей, которые испытывают страхи темноты, то есть страхи, да, страхи перед медицинским кабинетом. Это вот мои основные, с которыми мне приходится работать даже со здоровыми обычными детьми. Сказки для гиперактивных детей. Это отдельные сказки, и отдельно сказки для агрессивных детей, потому что, как вы понимаете, гиперактивность – это все-таки у нас диагноз, и тут надо работать очень серьезно с каждой проблемой этого ребенка. Сказки для детей, страдающих расстройством поведения и физическими проявлениями. Еще раз отмечаю, это не гиперактивные дети, да, это дети вот с девиантным поведением. Сказки для детей, которые столкнулись с проблемами семейных отношений. Причем это может быть разное. Это может быть конфликт не только между родителями, но и конфликт между поколениями. Очень часто бабушки с дедушкой вклиниваются в это во все. У меня была ситуация, когда вот в эти отношения вклинились не только бабушка с дедушкой, но еще и родственники, вообще третья сторона, и очень сильно влияли на молодую семью. Здесь тоже очень здорово это все помогает для того, чтобы все члены семьи, ну то есть молодой семьи, почувствовали уверенность в себе, свою такую родительскую компетентность. Здесь вот сказка была замечательным таким инструментом. В случае появления нового члена семьи, да, то есть когда появляется новый братик или сестричка, вы понимаете, что такое детская ревность, и она бывает порой, ну, с очень сильными проявлениями, и здесь тоже с этим замечательно можно работать при помощи сказки. Сказки для детей в случае потерь значимых взрослых, ну или это могут быть животные и так далее. Нужно обратить внимание для тех, кто как бы понимает, что такое сказка, кто читает ее детям, да мы все, в общем-то, кто уже имеет собственных детей, мы видим градацию сказок по возрастам, да, просто потому, что дети до 4 лет, они очень так, эмпатия присутствует по отношению к животным, и они очень хорошо их чувствуют, они их жалеют, они их умеют сочувствовать. И потом дело в том, что детки до 4 лет сложную морализацию они не понимают. Поэтому для них сказочки вот про животных – это самое то. Дети, которые недооценивают себя как личности, будут с удовольствием воспринимать сказки о волшебстве, о превращениях. То есть они будут понимать, что они в этой сказке они могут примерять на себя разные характеры, они могут примерять на себя новые компетенции, которые потом плавно перерастут в их собственность, то есть они смогут ими уже овладеть. Волшебные сказки помогают обрести уверенность в том, что в жизни происходят чудеса. То есть а что такое чудеса? Вот я когда разговариваю с детьми, я всегда говорю: ребята, что такое чудо? Они мне говорят, ну это волшебство, как бы и сложное для формулирования слова. И тогда выступает замечательная такая метафора, такая небольшая сказочка. Вот посмотри, вот, например, сидим мы в кругу, да, вот посмотрите, если, например, Катюша, я уйду сейчас из кабинета, а Катюша возьмет там краски, кисточки и нарисует картину. Я вернусь, а она подарит мне эту картину красивую, я буду так радоваться, у меня будет такое замечательное настроение. Для меня это волшебство. Вот не было картины, а она появилась. Волшебство. А если вы уйдете гулять с папой, а мама за это время достанет из холодильника масло, молоко, яйца, возьмет муку, сахар, ягоды и испечет пирог. Вы вернулись, а дома так замечательно пахнет пирогом, он стоит на столе. Это волшебство, это чудо, это чудо. И вот тут мы приходим к выводу, что
чудо способен совершить любой человек. Чудо – это то, что помогает другим радоваться, то, что помогает нам получить уверенность в завтрашнем дне. И этот жанр, как вы понимаете, исходя из того, что мы готовимся к пониманию чуда, уже подходит для деток после 6 лет, иногда после 7. Детки бывают разные. Ну и наши любимые с детства страшные рассказы – это то, что формирует стрессоустойчивость в детях, да. Недавно наблюдала такую картину, когда малышики, у нас есть одна группа, где есть такой закуточек, в котором нужно включать отдельно свет. Такой проход в раздевалку. И малышики играли, пугали друг друга. То есть вот такая условная у них игра была в прятки. То есть они вот этот испуг переживали, их прям так вот подергивало, я смотрю за этим процессом, а потом они начинают смеяться весело, они сбрасывают напряжение, и они перестают бояться темноты таким образом. Вот эти страшные сказки, страшные рассказы, они тоже помогают в этом во всем. Я хочу сказать, что как бы у нас в детском саду, поскольку со сказками мы работаем давно, и уже и педагоги работают. И еще есть такая замечательная вещь, которая помогает формированию личности ребенка. Несколько лет назад, больше 2 лет назад, мы поняли, что вот это вот отсутствие дворового сообщества, отсутствие вот этого навыка передавать друг другу знания, получать знания самостоятельно, ну, как-то притормаживает наших детей. Это такой дефицит, который мы попытались восполнить. И восполнили мы этот дефицит при помощи таких вот гостевых часов. Это когда дети в свободной деятельности могут ходить в группу, в гости, играть там, чему-то учиться, может быть. И когда старшие дети приходили к младшим, они сами нашли вот этот вот инструмент сказки. То есть, ну вот они пришли к малышикам, не знают, как вообще с ними играть, что с ними делать, и они стали им рассказывать сказки. Такие, знаете, уникальные сказки, это сказки были авторские, то есть они брали персонажей, которых находили на полках у детей, у малышей в группах, и начинали разыгрывать разные истории. И это помогло им наладить контакт друг с другом. Ну, кроме всего прочего, это еще, ну, не будем говорить о том, что это развивает коммуникативные навыки, там, снимает напряжение, но это то, что этот инструмент дети взяли самостоятельно. И тогда они уже начали эти сказки придумывать сами для детей и разыгрывать. Причем я вам хочу сказать, что уникальность еще состоит в том, что они сами чувствуют проблему. То есть если нам, взрослым, надо это все изучать, наблюдать, нам нужно пытаться ковыряться, то дети, они друг друга чувствуют на интуитивном уровне. И вот они эту проблему ловили сами, и иногда даже я подхватывала от них и пыталась как-то им помочь. Самое удивительное, что вот это вот ровесническое такое вот взаимодействие плавно перетекало потом в сказочную деятельность у малышей. То есть они обыгрывали какие-то сложные для себя ситуации уже вот в своей обычной деятельности. Вот на фотографии, которую вы видите на презентации, у вас она может быть маленькие фотографии, это малыши первой и младшей группы после визита к ним деток из подготовительной группы. То есть там они разыгрывали какую-то сказку, и малыши тут же пошли там в наш уголок ряжения и начали сами наряжаться. Причем там были 2 деток, которые только-только на этот момент еще проходили адаптацию. То есть благодаря тому, что они вжились в эту сказочную ситуацию, адаптация у них произошла, я бы сказала, даже ускоренно, то есть как-то вот незаметно для нас. Это, к слову, о том, что сказки, в общем-то, помогают очень многие вещи настолько, ну, даже незаметно провести для детей, это не будет для них каким-то навязыванием, давлением, не будет для них стресса, что взрослых заставляет что-то делать. Какие же все-таки бывают сказки? Сказки бывают сенсорные, сказки бывают тактильные. Сенсорные сказки очень здорово помогают для деток с
ну, с какими-то дефицитами, да, для деток с ОВЗ, поскольку вот последний год у нас, в этом году, да, у нас таких деток нет, но есть зато детки, допустим, с проблемами, там, с вниманием, с какими-то проблемами, у кого-то со зрением проблемы, у кого-то, может быть, с произвольностью и так далее. В общем-то, вот эти вот сенсорные сказки, они помогают эти дефициты мягко-мягко корректировать. Сейчас, конечно, мы богаты, у нас есть замечательная сенсорная комната, которая позволяет создать такую камерную обстановку, где можно рассказать сказки на развитие там сенсорного слухового восприятия, там, тактильного. Мы погружаемся в разные ситуации, да, там, мы медитируем, детки уже очень здорово это делают. В сенсорной комнате это происходит гораздо быстрее, то есть погружение в себя. Но когда у меня не было такой возможности, у меня был только мой кабинет, вот такую камерную обстановку удавалось создавать при помощи жалюзи, при помощи разноцветных лампочек, мягкого ковра и тихого, вкрадчивого голоса. Если в этот момент в детском саду понимаете, что это образовательное учреждение, происходит какая-то деятельность, здесь очень здорово помогает музыка. То есть она заглушает посторонние звуки и помогает детям погрузиться вот в это сказочное состояние. Музыка, причем не обязательно выбирать музыку для медитации. Замечательно, очень здорово работают музыкальные произведения для фильмов, сказок детских Рыбникова. Чудесно вписываются музыкальные произведения из детских сказок из нашего детства, потому что когда мы росли, было время такое не очень быстрое, и сказки были такие более мелодичные. Замечательно, просто чудесно работает классическая музыка. Этого у нее не отнимешь. Из моих таких вот наблюдений очень неплохо играет большую роль такой вот в период медитации, особенно, обратите внимание, особенно для расторможенных детей и для деток с проблемами зрения, вот у меня так получилось, очень хорошо играет дудук. Замечательный такой медитативный музыкальный инструмент. Есть просто замечательная еще космическая музыка, но обратите внимание, что если вы работаете в сенсорной комнате, там, со сказкой, с детьми активными, расторможенными, то даже погружение в себя у них, ну, не бывает больше 7 минут. Но это замечательная возможность сбросить вот это вот напряжение мышечное, попытаться немножечко проанализировать потом ситуацию. Просто если вы затянете сказочку с этими детьми, анализ у вас уже не получится. Это вот как бы исходя из моего опыта, исходя из того, что получается у меня уже неплохо. Если говорить о психокоррекционных сказках для гиперактивных детей, то здесь, смотрите, вот такого вот прямо быстрого способа выхода из сложившейся ситуации нет и не будет. Потому что сказка имеет такое пролонгированное действие, она учит детей, а для гиперактивных детей вы помогаете научить их, ну, как бы заместить их вот эти вот проявления негативные более продуктивными способами, чтобы вот эта внутренняя агрессия, внешняя агрессия, она могла проявиться словами в следующий раз, какими-то мягкими действиями, чтобы не нанести вред кому-то. По большому счету, здесь ваша главная цель – помочь детям самим с собой справиться в каких-то ситуациях, научить их, вернее, справляться в каких-то ситуациях самим. В этой ситуации очень хорошо работают сказки
именно авторские, которые вы сочиняете конкретно для этого ребенка. Опять-таки вспомню такое слово, как метафора. Она должна быть понятна ребенку этого возраста. Ребенок должен чувствовать свое единение с этим героем. И вы очень хорошо это почувствуете, потому как он мягко начнет оседать, внимательно вас слушать, погружаться глазами в себя, улыбаться. То есть если вы попали в точку, вы это почувствуете. Потому что после третьего, четвертого вот такого вот занятия с детьми, такого, скажем, даже тренинга индивидуального, вы уже можете переходить вот к таким вот парным занятиям. У меня было такое, что и трое деток сочиняли уже собственные истории, в которые они вплетали ситуации, которые случились с ними. Причем вот где-то на второй-третьей неделе они уже даже не перебивали друг друга, а пытались сюжетную линию поддерживать. Но для этого нужна сначала индивидуальная работа с ребенком, чтобы он понял, что такое сказка, чтобы она ему помогла. Здесь очень хорошо помогает песочек. Вообще песок – это удивительная такая вещь. Это не обязательно должен быть песочный стол для песочной анимации. Это может быть просто большая песочница. Очень хорошо работать в этой песочнице даже вот с маленькими детками, с подгруппами детей, потому что песок, сами знаете, это природный материал, которому свойственно снятие статического напряжения с детей. Он как бы принимает все это в себя. А если вы возьмете еще стеклянные камешки, стеклянные, ну вот пластиковые, конечно, можно, но я бы все-таки рекомендовала вот marbles, стеклянные камешки, потому что у них тоже есть такое свойство нагреваться от тепла рук, охлаждаться, когда они лежат, то есть они имеют свой такой характер. И вот когда вы играете этими камешками, вносите каких-то героев туда, а еще если песочек цветной, то получаются замечательные истории, и в период адаптации они нам помогают, и очень хорошо помогают с активными, расторможенными детками. Если мы будем с вами говорить об агрессивных детях, а это не обязательно гиперактивные дети, вы сами это понимаете, то здесь тоже очень важно дать им что-нибудь в руки. Здесь хорошо помогают такие сказки, где они придумывают сюжет, одновременно его прорисовывая, где мы героя или какого-то другого персонажа лепим или просто даем в ручки тесто, и пока мы придумываем эту сказку, ребенок с этим тестом играет. Причем очень хорошо работает методика Зинкевич-Евстигнеевой, которую я взяла одной из первых и потом уже адаптировала, естественно, под себя, под потребности детей, где мы создаем сказку и создаем материалы для того, чтобы сделать эту сказку самостоятельно. То есть мы берем природные такие продукты, как песок, иногда мы берем муку, соль, воду, то есть мы вот замешиваем в процессе рассказывания сказки. И тогда ребенок успокаивается и начинает понимать мораль, которую вы пытались ему донести, ту вот метафору, которая скрыта в этой сказке. Он начинает тогда прислушиваться к себе, к своему состоянию, он начинает себя ассоциировать с тем персонажем, который был задуман им или вами. Очень хорошо с такими детьми помогает проигрывание, драматизация сказки, которую вы придумали вот под ту ситуацию, которую ребенок прочувствовал, или ту ситуацию, которая произошла вот у него, когда он отреагировал негативно, агрессивно, скажем так, формируя после того, как он обыграл вот этот негатив, и тут же мы даем ему положительный образец для поведения. Здесь же очень хорошо формируется умение выслушивать, да, прислушиваться к мнению другого именно во время драматизации. Здесь нужно очень грамотно подбирать, если вы собираетесь проводить драматизацию в подгруппе или в группе детей, здесь нужно очень грамотно подбирать партнеров. То есть вы должны чувствовать, что нет такого какого-то раздражающего фактора и каких-то внутреннего отторжения, да, партнеров по этой вот такой сказочной игре.
Если вы дадите почувствовать это ребенку, да, собственную вот эту вот позицию, почему она неправильная, то я думаю, что не один раз это, конечно, нужно будет сделать. Я думаю, что в следующий раз он попросит снова, потому что есть из наблюдений, хочу сказать, что после 5-6 лет детки неоднократно пытаются вернуться в эту ситуацию, проиграть ее, еще раз проверить свою реакцию, еще раз проверить возможность выхода из этой ситуации. И обратите, пожалуйста, внимание, с такими детьми нельзя оставлять в сказке открытый финал, особенно если он не пришел к какому-то логическому, доброму концу, если вы не дали правильное поведение. С такими детьми нельзя прерывать. Тут вам нужно очень хорошо продумать время, место и вот компанию или ситуацию, в которой вы будете рассказывать эту сказку. Вернемся немножечко к тактильным сказкам, да. Для того, чтобы такая тактильная сказка получилась, нужно, чтобы ребенок не чувствовал раздражающих факторов вокруг себя, и чтобы предметы, которые его окружают, помогли ему это прочувствовать, да. То есть вот у меня такая есть большая книга сказок, причем эта книга сказок, я думаю, что у всех педагогов уже есть такие фетровые книги, в которых есть разные дидактические пособия и так далее. Но это не дидактическое пособие, это именно книга сказок, потому что здесь просто фон, большой набор персонажей, декораций для, опять-таки, мягких, либо это фетр, либо это ткань, либо это бумага, либо это может быть какие-то шуршащие материалы, да, там есть фольга у меня, мы подбираем все, что нужно, есть бусинки, и вот из этого материала ребенок сам создает тактильную сказку для формирования сенсорных эталонов, для детей, у которых существуют такие вот дефициты сенсорные, да, замечательная возможность работать вот с такой книгой сказок. Она большая, каждую страничку ее можно расшнуровать, и каждую страничку можно разложить и работать отдельно. После того, как у меня дети самостоятельно ее расшнуровали и начали историю, то есть им нужна была такая история, как мультфильм, они перекладывали, значит, первый кадр, второй кадр, эту книгу разложили, у меня появилась такая вот фетровая дорожка, на которой они теперь вот сами самостоятельно уже тоже проигрывают эти же истории. Она длинная, она 3 метра длиной. Это как бы детская находка уже, не моя, это авторы были дети. И там мы вот, наши дети ведь, понимаете, они такое клиповое сознание, как говорят нынешние специалисты. И вот эта вот дорожка, она помогает им создать такой собственный фильм, мультфильм, который можно отследить. Замечательная такая вещь, которая работает у меня уже больше 2 лет, это вот планшеты для рисования песком, да, когда мы с детьми создаем какие-то истории. Чуднейшая вещь для работы одновременно с родителями и с ребенком, когда мы хотим, чтобы родители научились слушать ребенка, чтобы вообще вот и ребенок научился слушать родителей, они могут создавать вместе сказку, либо родители слушают сказку, которую создает ребенок, и потом пытаются в ней ее интерпретировать. И это же замечательный планшет, очень хорошо работает зимой, в период вот этих вот морозовых холодов, когда дети лишены, когда появляется вот это витаминоз, усталость, стресс из-за отсутствия солнца, маленькие дети мало гуляют, и тогда вот мы на этих планшетах разыгрываем сказки, истории разные придумываем, мы их рассказываем. Конечно, половину из этого, особенно когда работаешь с малышами, я не понимаю, но здесь и не так это важно. Главное соглашаться и попытаться как-то вот им помочь им выразить то, что они вот хотят выразить на данном этапе. Еще хочу сказать, что для меня, например, вот такой вот все-таки находочкой было, что эти песочные планшеты, я на них использую не песок, а манку, когда я работаю с детьми. Почему? Потому что, опять-таки, вернемся, зима,
она не электризуется, в ней нет статики, она очень мягкая, мягкий, теплый материал. Детям очень нравится ее держать в руках, очень нравится с ней работать на этом планшете, поэтому вот на этих песочных планшетиках маленьких мы используем с маленькими детьми всегда манку, да, а со старшими уже берем тот материал, который им в этот момент близок, и они хотят вот его использовать. Вот здесь как бы иллюстрации как раз-таки большая песочница, она большая, она у меня на весь стол, мы ее можем поставить на пол, если это маленькие дети, им там комфортно, мы можем поставить ее на стол, она занимает практически все пространство большого четырехместного стола. Использовать можно в ней либо кинетический песок, либо обычный песок. Кинетический песок хорошо успокаивает, да, очень нравится как материал, еще потому что он лепится, и из него можно создавать какую-то вот композицию уже, разыгрывать сюжет потом на том материале, который мы придумали. Если говорить вот о совместном творчестве детей, здесь очень хорошо помогают вот эти вот рамки со стеклом, да, мольберты, прозрачные мольберты. Здесь мы обучаем, здесь уже коммуникативные навыки мы прививаем, здесь мы помогаем детям договориться, особенно если вы знаете, что в определенном возрасте у мальчиков начинают появляться какие-то вот такие конфликты в общении, когда они уже начинают свое «я» отстаивать. Причем мальчики – это не девочки, девочки обиделись, разошлись, у мальчиков это может проявляться и более так явно. В этой ситуации вот этот прозрачный мольберт – замечательная возможность научить их посмотреть друг на друга, да, там, выслушать друг друга, научить договариваться. Фотография, которая сейчас расположена вот здесь вот на этом слайде, она вызывает у меня улыбку, потому что мальчишки придумали веселую историю, она у них практически как мультфильм развивалась с двух сторон, вот они вчетвером ее придумывали, и они взяли на вооружение это, то есть они почувствовали вкус юмора, шутки такой вот, именно то, что она сглаживает какую-нибудь острую ситуацию. И двое из них вот эту свою находку они потом понесли уже в жизнь, да, то есть в сложной ситуации они научились ее сглаживать вот при помощи такой шутки. Тоже, кстати, находка детская, которую я взяла на вооружение, и в острых ситуациях с расторможенными детьми, может быть, с какими-то агрессивными детьми. А я иногда тоже беру этот инструмент и придумываю такую вот сказочную, вернее, шуточную сказку, которая помогает снять напряжение, но в то же время сделать какой-то вывод, какую-то мораль из этого вынести. Маленькие дети еще очень любят сказки с наклейками, да, вот именно сказки бытовые. Тоже такой находкой был плакат, на котором изображен дом, где мы просто придумываем историю в каждой комнате, что там происходит, мы это проговариваем. Очень хороший способ диагностики, замечательный, диагностики внутреннего состояния, да, вот тревожности, выявить какие-то проблемы внутри семьи. Вообще сказка – это замечательный способ диагностики, особенно когда это касается маленьких детей. То есть провести обычные диагностические методики с ними не представляется возможным. Тогда мы работаем в основном с родителями и вот проигрываем такие сказки. Последняя находка, которая у меня есть, тоже она появилась благодаря большим детям, которые сделали... Ну, они создавали этот фетровый дом. Честно говоря, я прибегла к помощи еще одного педагога, потому что, ну, не настолько я, может быть, творческий в этом плане человек, не настолько у меня руки развиты. И поэтому мы вдвоем с нашим педагогом доп. Образования и с детьми, которые начали это все, сделали вот этот вот большой фетровый дом, где мы разыгрываем разные истории с детьми. И это хороший способ диагностики семейных отношений, да, сказка придуманная.
То есть мы придумываем героя, ребенок отождествляет этого героя или себя с этим героем. Я могу ввести в эту сказку персонажей, отношения с которыми я хочу выяснить, да, то есть как бы я пытаюсь понять, что происходит с ребенком, мы вот разыгрываем эту историю, и тогда можно сделать какие-то уже предварительные выводы, которые потом подтверждаются или не подтверждаются. Замечательная сказка, замечательная возможность продиагностировать самооценку детей, да, какие-то их возможности. Сказка, вот если говорить о эмоциональной составляющей, да, то здесь вот, как я уже не раз говорила, универсальный это инструмент. Вот эта сказка, о которой я рассказывала уже и на курсах повышения квалификации, да, для педагогов. Эта сказка вообще тоже такая находка, которую я взяла на свое вооружение, может быть, она пригодится, да, кому-то еще. То есть вот накануне Нового года, это такой волшебный вот этот месяц, декабрь, когда мы с детьми говорим о наших возможностях, о чудесах, о любви к близким, формируем такой вот, позитивное отношение вообще к миру. Вдруг возникла сказка о том, откуда появился Дед Мороз, то есть каким он был, когда он был маленький, что он любил дарить людям радость, что вот он выходил на улицу, и поскольку он еще был маленький, он не мог там сделать какие-то подарки, самым главным подарком, который он мог сделать для взрослых, это подарить свое внимание, тепло, хорошее настроение. И один из детей, причем хочу обратить внимание, что это дети 3-4 лет, сказал: я тоже хочу быть таким Дедом Морозом, я хочу, чтобы меня все любили, я хочу всем дарить радость. И вот мы с ними превратились в таких Дедов Морозов, то есть я как бы подготовилась, подумала, что можно сделать, вернулась к малышам в эту группу и предложила им: давайте, Андрюша вот хотел, давайте попробуем, а вдруг у нас получится стать Дедами Морозами. Мы вот нарядились, сами сделали такие маски, нарядились и пошли по всему детскому саду сеять добро, то есть мы пошли такими Дедами Морозами. Посмотрите, как хорошо, ведь формируется таким образом не только позитивное отношение к миру, а эмпатия, умение сочувствовать, да, понимание того, что ты можешь что-то сделать для другого человека, ты можешь быть полезным. Я понимаю, что они, конечно, маленькие в 3-4 года, и все это может измениться, но ведь мы начинаем формирование именно в этом возрасте. Сказка является универсальным таким вот способом сейчас уже для нас, для многих, для развития речи, для развития фантазии. Несколько раз мы как бы приходили, брали ее на помощь, вот, то есть я предлагала педагогам, они это брали на вооружение, и когда мы отрабатываем какие-то знания детей, там, навыки хотим проверить, продиагностировать, мы предлагаем детям сочинить сказку на ту или иную тему. Вот у нас были сказки по правилам поведения на улице, у нас были сказки не только о безопасности, да, там, хотя была такая неплохая работа одним педагогом проведена, дети говорили о том, что бывают опасные взрослые, да, и как реагировать, и как быть в этой ситуации так, чтобы не пугать их, а вот узнать, что они об этом знают, и помочь им на это среагировать как-то, они вот придумывали такие вот сказки. Ту историю со сказками, которую сейчас я вам хочу рассказать, это то, что возникло вот в период сейчас самоизоляции, поскольку период был довольно сложный, и бросить своих родителей, детей мы не могли, мы не имели на это права. Я, естественно, как педагог-психолог непрерывно общалась с ними и в чатах, и непрерывно они писали мне письма с вопросами, я отвечала им на эти письма, они знают форму обратной связи у меня на сайте, и они писали мне эти письма. Дети звонили, был такой детский телефон доверия, но звонков было не очень много, но он существовал, то есть мы пытались любыми способами поддержать эмоциональное
благополучие семей, от которого зависело эмоциональное благополучие детей. Естественно, это общение шло через социальные сети, через мессенджеры, может быть, там вот через такие платформы, как Zoom, Skype, но это все неживое общение, которое, ну, как бы не давало возможности мне почувствовать детей. И тут я придумала такое продолжение нашей сказочной мастерской, которая всегда существует у нас в детском саду, где мы придумываем такие истории. Это «В гостях у сказки». Ну, это из моего детства, может быть, из вашего детства. Я выступила с таким обращением к детям, которые родители маленькое, там 30-секундное видеообращение, где я предложила: ребята, а давайте снова вместе сочинять сказки. Вы будете мне придумывать персонажа. Сейчас я вам покажу, как вообще эта техника происходит, по которой я работаю с детьми. Естественно, вы мне будете придумывать персонажа, рассказывать о том, какой он, где он живет, а я буду вам рассказывать сказки потом с этими персонажами. И вот приходили такие фотографии, дети присылали, видеообращения ко мне приходили с этими героями, рисунки дети присылали просто, то есть родители фотографировали, отправляли, на которых было рукой родителей написано вся история этого персонажа. И я этих персонажей объединяла в такие терапевтические сказки. Почему терапевтические? Поскольку здесь у нас профессионалы, давайте посмотрим на некоторые вот эти картинки, которые присылали мне дети. Значит, смотрите еще, в чем был нюанс. Присылали картинки, рисунки, я их распечатывала, то есть вырезала с фотографии вот этот вот рисунок детский, я его распечатывала, и персонаж, которого придумал ребенок, он существовал во время этой сказки, он проходил на экране, и он как бы, ребенок это видел, то есть он участвовал в этом процессе сочинения сказки, как и раньше. Вот эти персонажи, обратите внимание, с одной, прошу прощения, с одной стороны, персонаж, которого нарисовала наша выпускница, девочка, младший братик у нее ходит в детский сад, поэтому он такой красивый, этот Змей Горыныч, уже взрослый, видно, что взрослый рисунок. А с другой стороны, персонаж, которого нарисовал 5-летний ребенок. И как профессионалы вы можете уже посмотреть на эти рисунки и кое-что в них увидеть, да? Если Мишка и зайчик ищут друзей, если здесь нарисовано облачко, которое вот зайчик плачет, если солнышко у нас на веревочке, да, то мы чувствуем уже состояние ребенка, мы уже знаем, какую сказочку ему нужно рассказать, что они обязательно нашли друзей, что эта ситуация не будет постоянно, да, в их жизни. Если это такой вот, очень сложно сочинять сказки с персонажами, которые уже существуют, и фантазия у детей более старшего возраста, она не такая богатая, как у малышей, с которыми я работаю непрерывно, да, вот с этими образами. Но, тем не менее, характеристика персонажа порой дает такую вот возможность, да, Змей Горыныч, но он добрый, и помогает всем людям Земли, да, то есть, соответственно, мы придумываем историю с этим персонажем. Если вернуться к слайду, который был до этого, то здесь вообще уникальный персонаж есть, вот этот вот кот Черныш, который присутствовал у нас не в одной сказке, а в нескольких, потому что этот кот Черныш – это именно тот персонаж, как сказал автор этого персонажа, уникальный ребенок. Скажу потом почему. Это тот персонаж, который хранил все наши сказки и помогал в этих сказках остальным персонажам в сложных ситуациях. Обратите внимание на пирата, который здесь нарисован. Это отрицательный герой, которого придумал мальчик, с которым мы не доработали агрессивное поведение, да? И он придумал именно отрицательного персонажа, и с этим отрицательным персонажем была сказка, которому были даны образцы поведения, который в результате, вот в финале этой сказки понял, что всему можно научиться, если доверять людям. То есть это вот такие, почему агрессивное поведение? Потому что мы боимся окружающего пространства, и мы на него агрессивно реагируем. Вот мои
дети, вот персонажи, которые они придумывали, да, то есть вот таким образом они их присылали. Они придумывали сказки одновременно со мной, мы вот эти сказки выслушивали друг у друга, они имели тоже такой терапевтический замечательный эффект, сколько всего было сказано и рассказано за все это время. И вот об уникальности этого ребенка, который придумал мне кота, нашего хранителя сказок, который живет у нас до сих пор, то есть как бы есть сейчас книжка, в которую я пытаюсь собирать их, вот эти вот сказки. Вот эту сказку придумал этот же ребенок. То есть про другого уже кота Василия, друга этого кота Черныша, сказка ребенку 5 лет, сами понимаете, сюжет он завернуть не может пока еще без моей помощи. Мама еще пока не владеет этой техникой, поэтому вот какая она есть сказка, вот заканчивается, вот и сказочки конец, но в этом ее уникальность, да, в том, что ребенок ее придумал сам, мы ее потом рассказывали, транслировали, переделывали уже вместе с ним по телефону. То есть у меня такие вот есть маленькие последователи, которые мне помогают. Ну а теперь о самой технике, да, вот как я ее использую. Как это работает? Когда нужно рассказывать сказку, да, ну вот как вы понимаете, я уже говорила о том, когда они работают. А вообще сказку нужно рассказывать тогда, когда вы чувствуете в этом необходимость, и тогда, когда ребенок вас или дети вас об этом просят. Почему они просят? Потому что они хотят почувствовать некое единение, потому что им это сейчас остро необходимо, и они хотят вашего тепла, вашего внимания, вашей энергии, может быть, энергии детей, которые рядом с ними, сверстников, которые рядом с ними находятся. То есть возникла такая необходимость, и тогда нужно придумывать сказку. Где это может происходить? Конечно, если мы говорим о сказке, которая имеет терапевтический, там, медитативный эффект какой-то, коррекционный эффект, то эту сказку нужно рассказывать в особых условиях, чтобы не прервалась она, чтобы она имела логическое завершение. Но если эта сказка шуточная для того, чтобы просто наладить контакт с детьми, то здесь вы можете хоть на улице, хоть в коридоре, хоть где угодно придумать короткий, маленький, смешной сюжет, который наладит такую ниточку взаимопонимания у вас с детьми. Что необходимо для того, чтобы сказка получилась? Ну, по большому счету, необходимо только ваше желание и внимание к проблеме и умение выделить проблему, чтобы правильно подобрать метафору. Ну, а далее уже происходит процесс сочинения сказки, да, то есть разминка. Что такое разминка? Мы готовимся к появлению сказки. Дети мои уже знают, что существует у меня такая присказка. Сказка приходит тогда, когда мы ее готовы услышать. Что для этого нужно? Нужно прислушаться, сесть тихонечко и приготовиться к приходу сказки. Здесь замечательно работают атрибуты. Здесь работают волшебные палочки. У меня это фонарь, где зажигается плавающий, закрытый фонарь, где зажигается свеча. Здесь замечательно работает музыка для погружения. Если вы хотите начать сочинять с ребенком сказку, если необходимо работать с какой-то конкретной проблемой, значит, здесь вы говорите: а ты знаешь, то есть вы выбрали уже персонажа, с которым вы будете работать, вы понимаете, что вам нужно с этим поработать, значит, вам нужно познакомить. А ты знаешь, что игрушки, когда ты их не видишь, между собой рассказывают разные смешные истории. А как ты думаешь, какую историю может рассказать вот этот персонаж? Ну, вот такое погружение. Каждый выбирает для себя тот способ, который работает. То есть тут же нужно, чтобы и вы подготовились морально, да, чтобы вы были готовы к тому, чтобы у вас ваш тембр голоса поддержал, к тому, чтобы условия совпали с тем, что нужно. Если вам нужен полумрак, значит, соответственно, нужен какой-то волшебный предмет, который будет привлекать к вам внимание, который светится. То есть в эту разминочку для погружения вы выберете для себя то, что поможет вам погрузиться в сказку. А дальше уже происходит вот это вот по ступенькам вы двигаетесь по сказке. Вы выбираете героя, либо вы,
либо ребенок придумывает. То есть вы видите, мои дети, да, что они уже делают? Они героя придумывают или берут. Были же герои, которых они вылепили, или персонажи. Мне просто среди ночи приходили видео. Елена Сергеевна, а у меня есть вот такая вот кукла, ее зовут там Катя, она тоже хочет побывать в сказке. Ну, вот такие тоже были в 10 часов вечера. То есть мама пыталась ребенка уложить спать и присылала вот такое видео, чтобы, с тем, чтобы она легла, а завтра я придумала ей сказочку. Вы выбираете этого героя, вы его характеризуете, обязательно вспоминаете, что, какие правила существуют для того, чтобы, ну, правила игры в кавычках стоят, какие правила существуют для сочинения этой сказки, да, что обязательно в ней должно быть волшебство и обязательно в ней будет хороший конец. И дальше вы уже переходите к сказке. И обязательно обратите внимание, для того, чтобы ребенок понял метафору, будет это маленький ребенок или взрослый ребенок, нужно обязательно обсудить эту сказку, иначе не будет того самого терапевтического эффекта, к которому мы двигаемся, да, по этой сказке. То есть обязательно должна пройти рефлексия. Здесь вот на слайде прям вот разложено по полочкам, да, погружение в сказку, то есть мы знакомимся со сказкой, либо мы ее придумываем, либо мы ее прослушиваем, либо мы ее читаем. По поводу чтения сказок. Если вы еще не настолько владеете техникой сочинения сказки, да, то есть вы не можете подобрать правильную метафору, то сейчас существует огромное количество сказок, которые имеют терапевтический эффект. Но имейте в виду, еще раз повторяю, обязательно вы должны понимать и чувствовать проблему, чтобы правильно подобрать вот эту метафору, эту сказку, чтобы сказка не сыграла с вами злую шутку. То есть проанализируйте, прежде чем читать сказку. И самое главное, значит, когда вы читаете сказку, имейте в виду, что терапевтическая сказка, еще раз повторюсь, не должна быть очень длинной, иначе вы теряете вот эту вот ниточку, теряете мораль. И когда вы читаете сказку, голос, ваша поза, все должно быть именно таким, чтобы это не помешало погружению. А еще лучше было бы, если вы эту сказку изучите и хотя бы часть ее будете рассказывать. Потому что человек, рассказывающий от себя изнутри, и человек, читающий, это два разных человека. Тут происходит некое отстранение, когда вы читаете с листа. Вот даже когда вы общаетесь, да, с коллегами, даете им какую-то информацию, вы понимаете, что информацию, которую вы даете тет-а-тет, да, глаза в глаза, когда вы видите их реакцию, она усваивается гораздо лучше. И здесь это обязательное условие. Вы обязательно должны находиться на одной волне с этим ребенком, а для этого вы должны его видеть и чувствовать. Значит, хотя бы часть этой сказки должна проходить между вами, а не через книгу. Да? Далее вы можете уже рисовать, да, эту сказку, вы можете ее лепить, вы можете в ходе сказки, как я уже говорила, что-то пролепливать и проговаривать. Все зависит от того, какую проблему вы выявили и с чем вы сейчас будете работать. Обязательно из сказки нужно выйти. Обязательно, да, то есть вы рассказываете сказку, вы говорите, и вот в конце концов прекрасная царевна поняла, что нельзя никогда ни на кого кричать, потому что тогда люди на нее обижаются. Вы голосом показываете, что сказка закончилась, говорите, а теперь давай вдохнем, выдохнем и вернемся снова на коврик. Что тебе понравилось в этой сказке? И продолжайте разговор мягко, выводя своим голосом ребенка вот в положении здесь и сейчас, мы с тобой говорим, из этого волшебного мира мы его аккуратненько выводим. Если вы работаете со всей группой, то здесь, смотрите, ваша поза, все не должно мешать ни одному ребенку. Продумывайте, пожалуйста, это все. Иначе кто-то из детей еще останется в сказке, а кто-то уже выйдет и начнет шалить немножко. Бывает такое.
со сказкой мы работаем как в период сочинения, да, так и уже после того, как мы ее обыграли, после того, как мы ее рассказали. Иногда возвращаясь в каких-то ситуациях, если вы чувствуете, да, а помнишь, как в сказке сказал там, допустим, маленький человечек большому роботу, а помнишь, какую историю рассказала там, допустим, лисичка в сказке? Иногда к ней можно обращаться, потому что когда вы рассказываете сказку ребенку, он в нее настолько погружается, он в ней живет, он ее потом очень долго переживает в себе, что, в принципе, можно сказать и о взрослых тоже, потому что мой опыт говорит, что если вам удалось взрослого хоть один раз погрузить вот в сказку, понять ему эту метафору, то откликаться он будет потом очень хорошо. Ну а теперь я вам покажу два метода сочинения сказок. Они такие вот авторские, скажем так, которые очень неплохо работают уже и на благо моим педагогам. Да? Есть такая, вот такая методика 10 слов. Это для тех, кто еще не очень хорошо умеет сочинять сказки. Значит, если вы не очень хорошо сочиняете сказки, то вы вполне можете научиться этому, овладев этой методикой. Значит, вы берете, это такое словотворчество совместное с детьми, совместное, или сначала себя начать. Я вернулась. Здравствуйте еще раз. Например, старый карандаш. Один персонаж. А если... Итак, берем 10 слов. Мы с детьми берем сначала 5 слов, потом 10 слов. Показываю, как это работает. Вот, например, предметы, которые меня окружают. Да, вот передо мной находится компьютер, мышка, карандаш, кисточка. Это получается компьютер, мышка, карандаш, кисточка. Ну, давайте еще 5-й предмет я возьму. Лист бумаги. И мы сочиняем сказку с теми предметами, вот с теми словами, с теми 5 на сегодняшний момент словами, потому что чем больше вы берете слов, тем длиннее получается сказка, которые вы взяли. Да? Давным-давно на рабочем столе поселился компьютер. Он был очень деловой. Целый день он щелкал своими кнопочками и заставлял работать маленькую белую мышку. То есть вот уже 2 персонажа у нас в этой сказке работают, да? Ни на что он не отвлекался. Целый день в его голове проходили какие-то формулы, он изучал какие-то новые слова, появлялась какая-то новая информация. Он очень сильно уставал. И вот однажды вечером он так громко вздохнул от усталости, что карандаш испугался. Он думал, что это какой-то зверь завелся в комнате. Он спросил: «Кто там?» «Это я», – ответил компьютер. «Прости, если я тебя напугал, но я так устал, и я совсем ничего больше не вижу, кроме своих формул, цифр и какой-то ненужной совершенно информации». Ответил карандаш. «Ты знаешь, я тоже очень много пишу совсем ненужной информации, но иногда на белом листе бумаги, это уже 4-й персонаж, мне удается нарисовать цветочек. И ты знаешь, он удивительно пахнет». «Здорово», – сказал компьютер. «Я этого не умею. А можешь ты мне показать, как выглядит этот цветочек?» Карандаш нарисовал маленький цветочек. Посмотрел компьютер на лист бумаги. Ну, какой-то он мрачноватый, серый. И тогда карандаш вспомнил, что рядом с ним в стаканчике стоит замечательная кисточка. И уж она точно знает, где живут краски. Обратился он за помощью к кисточке. Кисточка позвала краски, ну и так далее. История развивается. То есть вы берете 10 слов и пытаетесь из них создать историю. Где-то волшебную, где-то совершенно не волшебную. Но вот то, что я сейчас сочинила, по большому счету, на сегодняшний момент отражает мое состояние. Да? Я делаю очень много ненужных вещей, кажущихся мне ненужными на моем компьютере.
какие-то решаю проблемы, какие-то формулы, в Excel пытаюсь упростить себе работу, порой карандашом рисую цветочки, когда задумываюсь, а вот когда у меня занятия с детьми происходит, моя кисточка точно знает, где находятся краски и может разукрасить этот мир разными цветами. Вот такая история у нас получается. И есть еще одна техника такая, ну, методика, техника, тоже авторская такая находка, это радуга. Радуга помогает нам уже перейти на те этапы, которые позволяют нам сочинить, спасибо, которые позволяют нам сочинить сказку уже по тому правилу, которое я вам давала, да, терапевтическую сказку. Мы с вами двигаемся по волшебной радуге вверх, да, 7 цветов радуги, 7 ступенек. И мы двигаемся вверх, да? То есть мы берем первая ступенечка, это наш персонаж. Как его зовут, да? Вторая ступенечка, вторая линия радуги, волшебная такая. Мы характеризуем этого героя. Мы рассказываем о том, какой он. Ну, например, какая у меня кисточка? Вот моя кисточка, да? Какая она? Она деревянная, она сделана из пони, поэтому она мягкая. Что она любит делать? Она любит рисовать красками. Но моя кисточка не просто так стоит на столе, простите, она еще очень любит щекотать детей. Носики. То есть мы, когда играем в такую вот в тактильные игры, да, угадай, кого пощекотали, да, или угадай, что за предмет к тебе прикасается. Я очень люблю эту кисточку, для этого и стоит. То есть вот это любит делать моя кисточка. Третья ступенечка, да, мы передвигаемся, где она живет, да, вот на столе она живет, в окружении, характеризуем среду, в которой она живет, да, точно так же, как мы характеризовали бы среду, в которой живет ребенок, который его формирует, да. Она живет в стаканчике рядом с карандашами, ручками. Еще в этом стаканчике живет отвертка. Это характеризует уже меня как хозяйку этой кисточки, да, и вообще весь мир, который вокруг меня находится. То есть у меня тут на столе есть все для всего. И вот, пожалуйста, герой. Как его зовут, какой он, где он живет, то есть среда, которая формирует этого героя. Четвертая ступенечка – это как раз-таки уже та ситуация, в которой попадает герой. Четвертая линия нашего, четвертый цвет радуги, да, та ситуация проблемная, в которую попадает наш герой. Что это может быть, да? Ну, например, кисточка засохла, ее забыли помыть от краски. Ну, любая ситуация такая. Вот хозяйка-разгильдяйка, да, забыла, задумалась о чем-то. Как кисточка будет, и следующая ступенечка, как кисточка или как персонаж будет из этой ситуации выходить. Как он будет решать эту проблему? Если мы говорим об агрессивности, да, там Мишка что-то натворил, поссорился со всеми, как он ситуацию эту будет разрешать? Вот это уже. И последняя наша красная, такая вот у меня она нарисована, неправильно, да, я двигаюсь кверху. Что нового герой вынес из этой истории, чему он научился. То есть когда кисточка там вымыла головку, она поняла, что, в общем-то, любую ситуацию можно разрешить при помощи тех героев, которые ей пришли на помощь. Достаточно просто попросить их об этом. Да еще и напомнить хозяйке, когда она вот стояла такая красивая, чистая, что, оказывается, хозяйка удивилась, а оказывается, надо следить за своими вещами, чтобы они не плакали или не убегали куда-то. А Мишка, когда его научили тому, что с ним никто не будет делиться, если он будет драться, никто с ним не будет играть, да, или если ребенок там переборол собственный страх, что, оказывается, под кроватью никто не живет, и он понял, что никого страшного в комнате нет, что это просто его фантазии. А если он кого-то боится, значит, надо позвать кого-то на помощь, да, там нарисовать какого-то героя, который будет всю ночь спать под кроватью, вернее, под кроватью лежать и охранять его, вылепить этого героя. То есть как мы эту ситуацию разрешаем и какие выводы мы из этого вынесли. Вот это последняя ступенечка, которая помогает эту ситуацию разрешить. Вот эти две такие методики, они такие простые, уже мною отработанные, которые уже помогают всем, да,
с тем, чтобы начать работать со сказками. Вообще, как бы, это обширный такой большой пласт, сказкотерапия. Этому надо учиться. Прежде всего, научиться описывать себя, свои проблемы, уметь себя анализировать с тем, чтобы подобрать правильную метафору, уметь учиться наблюдать за детьми, не делать поспешных выводов с тем, чтобы не навредить этому всему. Не далее, как вот неделю назад, я проводила курсы повышения квалификации, тема которых так и звучала, о сказках и не только, сказкотерапия для детей и взрослых. Значит, как бы такой разработанный уже 18-часовой модуль на базе Коми Республиканского института развития образования. Если он кого-то из коллег заинтересует, я готова еще раз поделиться вот этим опытом, потому что все-таки я думаю, что на сегодняшний момент этим универсальным способом могут пользоваться абсолютно все, и даже педагоги, и учителя, и дошкольники, простите, в сложной ситуации. Более того, есть уже огромный такой пласт наработанного материала сказок по определенным проблемам, которые вы можете доработать по своему усмотрению, да, научиться сочинять сказку, чтобы помочь себе, взрослым, детям в сложные для вас периоды. Спасибо большое за внимание. Буду рада, если помогла. У нас на Республиканском методическом объединении выступили с такой темой, сказкотерапия. Я думаю, что поселилась у многих в сердцах наших слушателей, и все будут рады с вами сотрудничать, и мы будем рады видеть вас еще с новыми темами. К сожалению, Елена Михайловна у нас не дождалась своего часа выступления, и поэтому слово передаем Светлане Викторовне. Светлана Викторовна, школа номер 35, город Воркута. Пожалуйста, вам слово. Светлана Викторовна здесь? Хорошо. Что-то не получается. Добрый день, слышно, видно? Пока Светлана Викторовна включает, вот, хорошо. Вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы, и в вкладочке «Вопросы» можете написать все вас интересующие вопросы для Елены Сергеевны или для Светланы Викторовны или для других докладчиков. Вкладочка «Вопросы» вверху экрана у вас должна быть. Туда задавайте, обязательно будут все вопросы с ответами. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня видно, слышно? Ага, замечательно. Хочу с вами поделиться своим опытом работы по коррекции агрессивного и аутоагрессивного поведения. Презентацию тоже хорошо видно? Замечательно. Проблема агрессивного поведения весьма актуальна в наши дни. Педагоги отмечают, что агрессивных детей становится с каждым годом все больше. С ними трудно работать, и зачастую педагоги просто не знают, как справиться с их поведением. Единственное педагогическое воздействие, которое временно спасает, это наказание, строгий выговор, после чего дети на какое-то время становятся сдержаннее, и их поведение начинает соответствовать требованиям взрослых. Такие выговоры, внушения, беседы, они только усиливают особенности таких детей и ни в коей мере не способствуют их перевоспитанию или стойкому изменению поведения к лучшему. Дети черпают знания о моделях поведения из разных источников, из семьи, которая может одновременно демонстрировать агрессивное поведение, и обучаются при взаимодействии со сверстниками, узнавая о преимуществах агрессивного поведения во время игр по типу «я сильный и мне все можно». Дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных примерах, но и на символических. Не вызывает сомнения тот факт, что сцены насилия, демонстрируемые с экранов телевизоров, способствуют повышению уровня агрессивности зрителя, и в первую очередь детей.
Ой, простите, пожалуйста, я перескочила. Агрессия – это способ выражения своего гнева, протеста. А как известно, гнев – это чувство вторичное. В его основе лежит боль, унижение, обида, страх, которые в свою очередь возникают от неудовлетворения базисной фундаментальной человеческой потребности в любви и нужности другому человеку. Агрессивное поведение – это своеобразный сигнал СОС, крик о помощи, о внимании к своему внутреннему миру, в котором накопилось слишком много разрушительных эмоций, с которыми самостоятельно ребенок справиться не в силах. Какие же могут быть причины появления агрессии? Соматические заболевания или заболевания головного мозга. Огромную роль играет воспитание в семье. Большое влияние оказывает характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у своего чада. В таких ситуациях могут быть использованы два полярных метода воздействия: либо снисходительность, либо строгость. Как это ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто встречаются и у слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих. Родители, резко подавляющие агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям, не устраняют это качество, а напротив, взращивают его, развивая в своем сыне или дочери чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. Всем известно, что зло порождает только зло, а агрессия порождает агрессию. Если же родители вовсе не обращают внимания на агрессивные реакции своего ребенка, то он очень скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, и одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать агрессивно. Привлечение к себе внимания сверстников. Такие дети могут вырывать книгу, разбрасывать вещи, начинают громко лаять, привлекать любыми способами свое внимание. Ущемление достоинств другого с целью подчеркивания своего превосходства. Защита и месть в ответ на агрессию. Стремление быть главным, стремление получить желанный предмет. Презентацию не видно, коллеги? Видно. Презентация идет. Так какой же портрет агрессивного ребенка? Не видно. Этот ребенок нападает на остальных детей, обзывает их, отбирает и ломает игрушки и вещи, намеренно ищет грубые выражения. Одним словом, становится для всего детского коллектива источником огорчений. Агрессивный ребенок, как и другой ребенок, нуждается в ласке и помощи взрослых, потому что агрессия – это прежде всего отражение его внутреннего дискомфорта, неумение адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. Очень часто такие дети бывают подозрительны и насторожены. Они любят перекладывать вину за ссору, затеянную ими, на других детей. Часто ощущают себя отверженными, никому не нужными. Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат. В палитре их чувств преобладают мрачные тона. Агрессивный ребенок, используя любую возможность, стремится разозлить маму, педагога, сверстников. Он не останавливается до тех пор, пока взрослые не взорвутся и не вступят в драку. Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и почему он ведет себя так, хотя заранее знают, что со стороны детей может получить отпор, а со стороны взрослых – наказание. В действительности это порой лишь отчаянная попытка завоевать свое место под солнцем. Ребенок не имеет другого представления, как другим способом можно бороться за выживание в этом странном и жестоком для себя мире, и как себя защитить. Также такие дети не замечают, что вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг. Агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. Количество реакций даже на стандартные ситуации очень ограничено. Чаще всего это защитные реакции. К тому же они не могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение. Дети часто перенимают агрессивные формы поведения у родителей. Аутоагрессивное поведение, да, оно у нас является одной из форм агрессивного поведения. Это действия, направленные субъектом, то есть как бы ребенком, на самого себя с целью нанесения какого-либо ущерба своему соматическому или психическому здоровью. Проявляется оно в самообвинении, самоунижении, самобичевании, в нанесении себе тяжелых повреждений, выдергивании волос, удары головой о твердые предметы, порезы, ушибы, отравления, в особо тяжелых случаях попытки совершения или совершения суицида. Портрет аутоагрессивного ребенка. Как же у нас выглядит аутоагрессивный ребенок? У детей и подростков признаки аутоагрессии проявляются в виде аутизма, отклонений в развитии, замкнутости, в конфликтах со сверстниками, в фанатичном отношении к кумирам, в увлечении экстремальным спортом, в суицидальных настроениях, намеренный отказ от еды или пищи, нанесение вреда себе и своему здоровью, порезы, синяки,
суицидальные попытки, неосознанная склонность к рискованному поведению, злоупотребление алкоголем и наркотиками, отказ от привычки смотреть налево перед тем, как переходить дорогу. То есть у нас ребенок идет полностью по прямой, ни о чем не думая. Тяга к экстремальным видам спорта, оттягивание визита к врачу и, соответственно, запускание болезней. Деструктивные привычки, расчесы, раздирание кожи, обгрызание ногтей, как неявное саморазрушение, сомнительные способы совершенствования тела, изменение внешности при помощи татуировок, пирсинга, нездоровых диет. Жертвенное поведение, внушение близким окружающим таких тем, как вот я умру, ты пожалеешь, да, пожалеешь, что меня не станет, не будет рядом. Мелкие девиантные факторы. Человек давит прыщи до крови, грызет ногти, срывает корочки с язвы и ран. Самообвинение, надуманные страдания, нездоровая застенчивость, чувство долга, ревность, хроническая обида, проявление моральной агрессии. Так, осознанное аутоагрессивное поведение, суицидальные попытки, которое также включает нанесение себе повреждений различной тяжести. Так, для того, чтобы в целях коррекции поведения агрессивного и Ой, простите, пожалуйста, я все время нажимаю не ту стрелочку. Седьмой у нас, да, 7-й слайд у нас. Мною была для коррекции поведения разработана программа «Станем добрее». Целью данной программы является организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди подростков, аутоагрессии, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. Задачами данной программы является обучение подростков приемам общения, стимулирование развития их коммуникативной культуры, обучение методам релаксации и саморегуляции, формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях, формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее необходимыми психологическими ресурсами и средствами, обучение умению справляться со стрессом, обучение умению делать выборы и принимать решения, снятие чрезмерного напряжения и тревожности детей, профилактика нежелательных негативных тенденций в поведении детей. Сроки реализации программы. Программа у нас реализовывается ежегодно с марта по май в период весеннего обострения. Программа, поделюсь презентацией, да. Программа рассчитана на 12 занятий. Значит, данная программа, я хочу сказать, что не только вот у нас получается, что, как я сказала, в период весеннего обострения, но вот различные упражнения с программой мы применяем постоянно и на занятиях, и на классных часах. Методы, какие применяются в программе. Дискуссия, обсуждение, работа в парах, рисунок, психологическая игра, работа в малых группах, визуализация, интерактивные игры. Периодичность занятий определяется самим психологом, но не реже 1 раза в неделю. Конечно, стабильно было бы проводить 2 раза в неделю. Структура занятий включает в себя обязательный ритуал приветствия, разминку, основное упражнение, рефлексию. Разминки и ритуалы приветствия выбираются в зависимости от состояния группы и приоритетов ведущего. В конце каждого занятия обязательно проводится рефлексия и саморефлексия. Также по необходимости рефлексия проводится после каких-то определенных упражнений. Бывает так, что достоинство программы. Достоинство программы видится в имеющихся возможностях психологического раскрепощения школьников для формирования навыков и приемов, способствующих самовыражению каждого ученика, создание условий для своевременной корректировки выявленных психологических проблем и совершенствования и оптимизации учебно-воспитательного процесса. Наибольший эффект программа может иметь и реализованная как целостная система совместной деятельности педагога, психолога, администрации школы и родителей, направленная на активное приспособление ребенка к социальной среде, включающая в себя как успешное функционирование, так и перспективное психологическое здоровье. Немножечко поделюсь с вами приемчиками, да, которые можно применять на уроках. Бывает, на уроках, на переменах бывает так, что у детей во время занятий бывают эффективные вспышки. Какие приемы здесь мы можем применять? Передесной, да. Приемы. Правила термостата, скажем так. Работа заключается в том, чтобы прекратить эмоциональный перегрев, а не отразить его гнев собственной реакцией гнева. Необходимо избегать повышенных тонов, выговоров или угроз, да, ребенку, которые только подогреют ваш конфликт. Чем громче говорит ребенок, тем тише должен быть ваш голос. Можно применить отвлекающий маневр. То есть ребенок привлекает внимание к себе, а вы привлекаете внимание ребенка неожиданным способом.
ой, а давай посмотрим в окошко, посмотри, там в окошке прилетела ворона, села у нас на веточку, сидит, давай рассмотрим мы эту ворону, там, что она будет делать. Ребенок уже переключает свое внимание, соответственно, у него поведение уже начинает регулироваться. Можно предложить ребенку что-нибудь пожевать или выпить стакан воды. Можно предложить ребенку выйти из класса, из кабинета, уединиться, побыть одному. Обычно, когда ребенок вот уединяется, потом он походит по коридору или постоит, возможно, за дверью кабинета, он уже приходит в себя, как бы его состояние стабилизируется. Также хочу предложить вам такой прием, как прогноз погоды. Мы просили, чтобы для нашего занятия, да, у вас было приготовлено листочек бумаги и цветные карандаши или ручки. Есть? Приготовили? Замечательно. Значит, упражнение «Прогноз погоды». Я применяю его не только как бы вот в самой этой программе. Мы поделились этим упражнением с классными руководителями, с педагогами-предметниками. То есть бывают у нас дети настроения, бывают люди настроения. Да? Сейчас я предлагаю вам поставить себя на место ребенка. Возьмите, пожалуйста, листочек бумаги, возьмите цветные карандаши или ручки, или фломастеры, что у вас есть. Вот бывает такая ситуация, что, может быть, вы слишком рано встали и чувствуете себя не выспавшимися. Или по пути на работу у вас что-то произошло, испортилось настроение. Приходите вы на урок, на занятие, и вам не хочется, чтобы вас кто-либо трогал. Вам хочется, чтобы вас все оставили в покое. Вот таким образом я предлагаю сейчас вам нарисовать на листке бумаги какой-либо рисунок, обозначающий ваш собственный прогноз погоды, то есть ваше настроение, штормовое предупреждение. Отобразить на листке бумаги, не трогайте меня, вот, у меня штормовое предупреждение. Нарисуйте, пожалуйста, рисунок. Буквально вот пару минут, тогда как бы детям уделяется как можно больше времени для рисования рисунка. Мы с вами как бы работаем сейчас немножко в дистанционном режиме, поэтому я предлагаю вам обозначить ваше штормовое предупреждение. Вот это упражнение мы применяем с детками, да, потому что вот даже в моем классе, у меня в 5 классе, классный руководитель, я применяю с детками. Есть дети такие, которые вот приходят в класс, они сами по себе очень эмоциональные. И вот если этого ребенка затронуть, он может как бы и кидаться, и бросаться, скажем так, проявлять агрессию по отношению к другим. Поэтому вот такой приемчик всегда у нас лежат листочки бумаги, цветные карандашики. Готово, может быть, можно на кого-то переключить, показать рисунок каким-то образом, чтобы с другими поделиться. Наверное, не получится, да, нам посмотреть другие работы, никак, тут не загрузить ничего. Я покажу вам тогда работы вот наших детей, посмотрите, пожалуйста, да? Да, все понятно, я поняла, доступа, значит, нету, поэтому ничего не получается. Вот обычно дети чаще всего рисуют либо эмоции, да, человека, то есть либо это человечек с какими-то эмоциями, уголки рта опущены у него, либо получается это либо человек в каком-то вот агрессивном состоянии, то есть у него руки кверху, там, вот проявление у нас на картинке, вы можете видеть на слайде, выражение лица кошачье такое вот злое, то есть трогать нельзя меня. Я думаю, что нарисовали многие, да, уже как бы свое изображение, да, вот туча, дождь, да, можно таким образом еще изобразить. Дети рисуют все по-разному. Проходит какое-то определенное время, можно, да, у кого-то получается. Вот смотрите, попытается подключиться. Замечательно, туча, дождь, спасибо большое, вижу. А теперь проходит какое-то время, например, урок или два, возможно, у кого-то буквально там 10 минут. То есть другие дети знают, что меня не трогайте, не подходите. У ребенка лежит листок бумаги перед собой с изображением штормового предупреждения. Когда эмоциональное состояние ребенка стабилизируется, он на этом рисунке, не на другом рисунке, а именно на этом, должен показать, что его состояние уже стабилизировалось, что ему лучше, что у него поднялось настроение, что он может взаимодействовать, разговаривать с другими. Да? Необходимо теперь на вашем же рисуночке нарисовать штормовое предупреждение ваше, да, уже превратилось в хороший прогноз погоды, скажем так. Каким образом вы изобразите это? Попробуйте, пожалуйста.
как бы скажем так, не меняя листок бумаги именно на данном рисунке. То есть если это была туча или дождь, замечательно, это может быть радуга, кто-то рисует солнышко, если это у нас человек или какие-то эмоции, то они просто любым другим карандашом или фломастерами рисуют улыбку. То есть таким образом ребенок, получается, у нас уже готов взаимодействовать. Также как бы хочу сказать, что это упражнение, да, вот чем хорошо его использовать прогноз погоды, потому что оно делает атмосферу в группе более гармоничной и учит детей считаться с настроением друг друга. И, соответственно, провоцирует меньше конфликтов. Волна, вот кто-то, да, солнце с улыбкой, радуга, да, вот у каждого свой прогноз погоды. То есть как бы дети могут теперь принимать во внимание не только свое настроение, но и настроение других. Вот такой вот приемчик. Еще могу рекомендовать такое вот упражнение, которое называется «Ковер мира». Ой, простите, пожалуйста, я все время пытаюсь щелкнуть эту стрелочку, все время. Так, упражнение «Ковер мира». Оно как бы рассчитано, это упражнение у нас на разрешение различных конфликтов. Вот у вас тоже есть листок белой бумаги. Предлагаю вам сейчас, как бы, я не написала, что можно взять любую игрушку. Мы обычно берем игрушку, либо камушки разноцветные. Вы можете взять элементарную ручку или что у вас там есть под рукой. Если вас двое находится в кабинете, да, положите, пожалуйста, перед собой вот этот листок бумаги и представим, что это листок ватмана. То есть мы берем обычно ватман, потому что чтобы формат был побольше. И детей тоже у нас может быть побольше. Да, спасибо. Вот. Значит, возьмите ручку, положите ручку на этот листок бумаги посерединке. Мы обычно берем, значит, игрушку, либо разноцветные цветные камушки. У нас дети садятся вокруг этого листка ватмана и пытаются разрешить какую-либо ситуацию. То есть вам я предлагаю разрешить такую ситуацию. У вас на столе лежит ручка или там игрушка, да, те же самые камушки. Каким образом вы можете взять эту ручку или если это камушки, взять таким образом, чтобы, да, не достигнуть конфликта, чтобы каждый из вас мог ею воспользоваться. Какие методы вот тут можно предложить? Вот мы когда берем с детьми игрушку, она одна, детей двое. Какие методы и приемы можно применить для того, чтобы вот каждый из детей воспользовался этой игрушкой, смог поиграть? Можно написать, попробуйте вот, если это игрушка, да, то как мы поделим эту игрушку между детьми? Какие методы разрешения? Считалка, хорошо, замечательно. Считалку мне никто не предлагал еще. Что еще можно применить? Дуть, так, взяться вместе, стихи. Вот, да, обычно применяют такие приемы, что каждый играет по очереди. То есть, если это игрушка одна, то сперва поиграет Маша, потом поиграет Паша. Если это у нас камушки, которых много, то что мы можем с ними сделать? Мы можем элементарно их поделить. Вот у вас, видите, намного больше методов приемов, да, разрешения вы предложили. Обычно у нас тоже лежит в классе лист ватмана, и дети садятся за этот лист ватмана только тогда, когда у них какая-то проблема. То есть они сели, какая-то конфликтная ситуация по обе стороны и разрешают какой-либо конфликт. Каждый из детей предлагает его решить. После того, как эта проблема решена на словах, скажем так, да, вербально, словесно у нас, мы предлагаем детям этот лист бумаги превратить в ковер мира. На листе бумаги вы можете написать, да, вот как бы ваши имена, скажем так, имена участников данного конфликта, данной ситуации, например, Маша, Паша. И затем нам необходимо с вами украсить ковер мира. То есть дети при помощи цветной бумаги, карандашей, возможно, еще мы берем аппликацию, какие-то тоже камушки, да, клей, карандаш, и украшаем наш ковер мира. Они его разукрашивают, делают цветным, красивым. И затем, как бы при помощи этого ковра мира, мы с детьми делаем анализ упражнения. Мы приходим к тому, что для чего нам важен ковер мира. Вот как вы думаете, для чего необходим нам ковер мира? Для чего мы делаем данное упражнение? Вот для рисуем, да, снимаем какой-то стресс. Никто нам не пишет ничего, да, вот для чего необходимо нам вместе нарисовать на одном листе, да, мы стабилизируем эту эмоциональную ситуацию, дети при помощи карандашей, красок, они как бы свои эмоции выражают именно на листке, да, принятие друг друга замечательно, различные варианты есть, да, значит, что происходит, когда в споре побеждает сильнейший, да, для того, чтобы жить без конфликтов, что происходит, когда в споре побеждает сильнейший?
происходит какой-либо у нас конфликт. Для того, чтобы этого конфликта не было, да, нам необходимо как бы не применять насилие, а применять какие-либо вот методы. Вот при помощи бумаги, да, при помощи этих цветных карандашиков, да, выплескиваем мы свои эмоции, молодцы. И также, да, что мы можем дать вопрос, что такое справедливость, для чего это нужно, для чего необходимо разрешать данные конфликты. Но это упражнение как бы больше применяется, конечно, вот на самих вот занятиях по отношению со штормовым предупреждением, то более как бы приемлемое упражнение. Вот, такие приемы я применяю, как бы хочу еще. Какие-то вопросы есть, спрашивайте, я отвечу. Там на самом деле как бы, практически упражнений очень много, и они все как бы по длительности-то... На ковре мира вы рисуете все, что вы хотите, все свои эмоции, которые вот положительные у ребенка должны быть, да, рисуйте все, что хотите. Вот у меня дети рисовали там и бабочек, и солнышко, и там кто-то рисовал какие-то вот возможные там глазки, улыбочки. Все, что хотят дети, они рисуют, отображают. Тут самое главное, как бы вот это ковер мира придает детям уверенность внутреннюю и покой, помогает детям сконцентрировать свои силы на поиске решения проблем. То есть как бы они отображают при помощи рисунка свой отказ от вербальной или физической агрессии. Еще какие вопросы? Есть вопросы? Нет? Спасибо, Светлана Викторовна. Очень рада, что вы с нами поделились своими упражнениями. Я надеюсь, что ваша программа будет в будущем участницей, да, республиканского конкурса. Да. Все перспективы, чтобы все смогли ваш опыт перенять, увидеть, потрогать и воплотить в своих образовательных организациях. Спасибо большое. Вам успехов. Спасибо. И, уважаемые коллеги, у нас, если вопросов нет, мы тогда Светлану Викторовну отпускаем, да, и передаем. Спасибо вам. Передаем слово следующему нашему выступающему. Это у нас представитель государственного профессионального учреждения, которое тоже работает в области, скажем так, было ей предложено поработать с нами по снятию эмоционального напряжения обучающихся воспитанников. И посмотрим, что предложит нам Елена Игнатьевна. Пожалуйста, к нам присоединяйтесь. И опять, если есть вопросы, вы пишите, пожалуйста, в вкладочке «Вопросы», чтобы мы их не потеряли в чате, и чтобы всем ответили на интересующие. Я видела там, что есть по СПТ вопросы, по конкретные вопросы для Елены Сергеевны. Мы обязательно эти вопросы переправим адресатам, и вы найдете ответы на те вопросы, которые поставили. Где у нас Елена Игнатьевна? Так. Пока мы ждем Елену Игнатьевну, наверное, мы с вами прервемся на обед тогда, на перерыв, и после перерыва продолжим. Тогда у нас небольшие изменения получается в программе нашего заседания. А вот все. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то мы вас дождались. Обед отменяется. Передаю вам слово. Меня зовут Лобанова Елена Игнатьевна, и я психолог, педагог-психолог колледжа сервиса и связи. И сегодня я вам расскажу о практических упражнениях для снятия психоэмоционального напряжения студентов. Стресс – это то, с чем сталкиваемся мы изо дня в день. В обычных условиях стресс оказывает на нас полезное действие, активируя наши внутренние силы, пробуждая наши скрытые резервы. Но, как и любое лекарство, в больших дозах превращается в яд.
так и непрекращающийся продолжительный стресс вызывает напряжение, истощая нас психологически и физически. Так, попав в новые условия, бывшие школьники оказываются в психотравмирующей ситуации. Происходит изменение эмоционального состояния, снижается позитивная активность. Серьезным испытанием организма является информационная перезагрузка студентов, возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин, научный уровень и информационный объем, который все время возрастает. Поэтому очень важно владеть теми знаниями и навыками, которые помогают нам снять накопившееся напряжение и справиться со стрессом. В этом может нам помочь серия упражнений, цель которых быстро и эффективно снять психоэмоциональное напряжение. Упражнения направлены на произвольное напряжение и расслабление основных мышечных групп. При этом они доступны каждому, и их можно легко выполнять дома. Эти упражнения можно начинать использовать со среднего школьного возраста. Рекомендуется проводить с детьми, имеющими статус ОВЗ. Условиями для выполнения упражнений является наличие стула или дивана, куда можно сесть и расслабиться. Итак, начнем расслабление с лицевой мускулатуры. Первое упражнение называется «Муха». Внимание на видео. Первое упражнение называется «Муха». Сядьте удобно, руки положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза, на щеки. Ваша задача, не открывая глаз и не прибегая к... Елена Геннадьевна, большое спасибо. Если у вас есть еще что сказать, вы появитесь, пожалуйста, в кадре. Если есть, по-моему, еще у вас какое-то слово после всех этих релаксационных упражнений. Уважаемые коллеги, вы, пожалуйста, возьмите на вооружение эти приемы, приемчики, методы, чтобы они были в вашем арсенале именно в активном, чтобы можно было их использовать и при ситуациях каких-то аффектических реакций со стороны обучающихся воспитанников, и при проведении планомерной работы по снятию агрессии или по развитию каких-то коммуникативных навыков или при организации работы с индивидуальной профилактической, групповой. Берите на вооружение, чтобы это не только оставалось где-то в уголках памяти, а именно было в вашем активном багаже, чтобы можно было пользоваться, и чтобы то время, которое мы с вами сегодня посвятили этой теме, было полезно для вас. Сейчас мы тогда уходим на перерыв. Перерыв у нас будет по расписанию, а именно до 13:30. До 13:30. Елена Геннадьевна не смогла включить видео, но и огромное спасибо за то, что она так вот оригинально подала свой материал. И будем ждать ваших дальнейших произведений искусства, скажем так. И, пожалуйста, тоже участвуйте в наших республиканских конкурсах. Очень рада, что молодые специалисты подключаются к нашему республиканскому методическому объединению довольно активно, делятся своим опытом. И вас всех призываю, чтобы ваш опыт не лежал только в ваших закромах, а делитесь, пожалуйста. Есть такая площадка для того, чтобы можно было других как-то вооружить вашими приемами, методами работы эффективной с детьми разного возраста. Очень хотелось бы услышать и Елену Михайловну, если получится, то мы
обязательно ее сюда с вами пригласим и послушаем, что она может нам рассказать про проективные методики. Сейчас перерыв. После перерыва жду всех в этой веб-комнате, и особенно тех, кто представляет детские дома-интернаты. Мы с вами поговорим о том, как надо разрабатывать профилактические программы и о технологии кейсов. Всем, кто нас покинет, до свидания. Желаем вам успехов в работе, здоровья и держаться на плаву. И всегда себя окружать вот этой атмосферой доброты, антиагрессии и творчества, чтобы вы вселяли вокруг себя такую вот ауру, которая бы снижала бы все риски и убирала все девиации. Желаю вам успеха. Мы на обед уходим. Ну что, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Перерыв закончился, и у нас Елена Михайловна подошла после уроков, поэтому мы ей предоставим слово. Пожалуйста, Елена Михайловна, вам. Уважаемые коллеги, смотрю, у нас число не уменьшается, все так же много участников. Продолжу тему, которую рассказывала вам Елена Сергеевна по сказкотерапии в детском саду. И сказкотерапию также можно использовать и в начальных классах. Мне очень нравится программа Хухлаевой «Хочу быть успешным», и особенно мне нравится сказка «Когда молочные зубы сменились постоянными». В сказке идет речь о крокодиленке, который, когда он подрос, и хвостик у него стал крепким и зелененьким, и зубки поменялись, он пошел в школу. И рассказывается его сначала желание учиться, потом как желание пропало, потому что все не получается, как у него появился друг, с которым он стал тренироваться, и все у него потом получилось. Может быть, многим из вас эта сказка знакома, думаю, не стоит ее тут полностью читать. Просто, когда мы эту сказку с первоклассниками читаем, возникла идея нарисовать иллюстрации к этой сказке. И вот, когда дети рисуют иллюстрацию к сказке, когда молочные зубы сменились постоянными, постепенно получилось наблюдение за учащимися, как они себя ведут в школьной жизни и что они рисуют, то данная иллюстрация к этой сказке полностью идентична проективной методике Лускановой «Рисунок в школе». То есть, что рисуют дети, прочитав эту сказку, услышав эту сказку? Во-первых, дезадаптированные дети рисуют ситуацию неуспешности. Как ругают учитель ситуация, или что друзья, одноклассники смеются и не принимают его в игры, или родители высказывают свое недовольство тем, что он не успешен. Дальше вторая группа детей показывает средний уровень адаптации к школе. На их рисунках можно увидеть, как и на методике Лускановой «Рисунок в школе»,
как крокодильчик идет с портфелем в школу, как его там провожают родители, он встречает своих одноклассников. То есть территория, пришкольная территория, как он идет к школе. Еще средний уровень адаптации показывают дети, которые рисуют финал сказки, когда у крокодиленка за конец учебного года появились все пятерки, мама испекла торт и пригласила друзей. Они рисуют ситуацию этого праздника. Мы там видим торт, веселых крокодильчиков, шапочки, колпачки, атрибутику праздника. Как правило, такой рисунок рисуют дети, которые достаточно успешны были в садике, в школе, испытывают небольшие трудности, но не хотят эти трудности пока преодолевать, пользуются на том запасе, который у них был подготовлен к школе. И вот они сразу рисуют ситуацию успеха, праздник. Такие, я всегда говорю, девочка-праздник или мальчик-праздник. И у нас еще есть дети, которые показывают действительно принятие роли ученика, что они показывают адаптацию школьную, они рисуют ситуацию, как крокодиленок с другом тренируются там нырять, притворяться замшелым бревном. И ситуация преодоления трудностей и успеха, как правило, это рисунок крокодильчик превратился в бревно, и на него сели бабочки. То есть получается, сказкотерапия, мы сказку прочитали, обсудили все, нарисовали, да, и как раз это вот прорисовывание ситуации, которые их тревожат, и является таким арт-терапевтическим приемом. Но, как показал опыт, эту сказку можно использовать и с учащимися вторых классов, и даже третьих, если вы видите, что там ситуация в классе никак не сложится, такое ощущение, что дети снова вступили в дезадаптацию или произошла смена учителя. И в таких случаях я прихожу и хитрю им. Говорю, ребят, я сейчас пойду в 1 класс, мне нужно к этой сказке сделать иллюстрацию. Давайте я вам эту сказку напомню. Вспомните, что вы тогда рисовали, может, сейчас что-то новое захотите рисовать. Дети с радостью эту сказку слушают, вспоминают и рисуют иллюстрации. И опять же, подсознательно рисуют ту ситуацию, которая для них наиболее болезненна. Поэтому вот эта сказка Ольги Хухлаевой из книжки «Хочу быть успешным», сказка, когда молочные зубы сменились постоянными, может заменить вам проективную методику в школе, рисунок. Может быть, кто-то из наших коллег пользуется такой сказкой, можете тут свои высказывания написать. Следующая проективная методика, которую я часто использую с учащимися всех возрастов, как с 1 так по 11 классы, это рисунок кактуса. Вообще методика кактус самая простая, используется с детьми от 4 лет. И, как правило, там основная методика написана, что выявляют уровень агрессивности, который в ребенке есть. Коллективная работа, методика кактус, как правило, нужна мне на небольшое количество времени. Обычно трачу минут 5 на рисунок с детьми, на маленьких листочках бумаги. С какой целью? Определить уровень отношения учащихся к самим себе. Степень агрессивности в данном классе определяется по количеству иголочек, да, на кактусе. Импульсивность, как быстро они рисуют. Готовность соблюдать правила. Тоже склонны дети, которые рисуют кактус в горшке. Больше они готовы соблюдать правила. И дети, которые свободолюбивы и больше готовы отстаивать свою позицию, они рисуют, как правило, кактус в пустыне. Ну, вы можете вот для себя тоже кактус нарисовать, и разговор идет потом таким образом. То есть я обычно не забираю сразу кактус и говорю, я потом посмотрю, вам все расскажу. Мы сразу начинаем смотреть, определять, у кого кактусы похожи в классе, искать, производить связи, кто с кем похож. Первое, что делаем, кактус на рисунке делится на кактусы в горшках и кактусы в пустыне. Тот и другой вариант положительные, хотя по методике идет дикий домашний кактус. Я проговариваю, что кактус, который растет в пустыне, у него тоже есть много плюсов, потому что он готов отстаивать свое мнение,
готов принимать на себя ответственность, а кактус, который в горшочке, у него тоже свои плюсы. Во-первых, он любит домашний уют, нуждается в тепле и заботе и может этим же поделиться со своими окружающими. Дальше мы смотрим на количество и качество иголок. Дети сравнивают, тоже активно веселятся, потому что признаться, что в тебе кипит энергия и агрессивность, не все хотят, но когда они видят, что они не одни такие, им становится немного легче. Да? Дальше. Можно посмотреть эмоциональное состояние. В классе тоже, особенно у подростков это видно. Как правило, в классе 7, 8, 9 кактусы подобные такими фаллическими символами мальчики начинают там подрисовывать, да и девочки тоже. И можно понять, что в данном классе тема о сексуальной неприкосновенности, о правилах поведения мальчиков и девочек будет актуальна. То есть это тема, которая их волнует. Дальше можно по кактусу посмотреть дезадаптацию, особенно у подростков, старшеклассников. Они рисуют кактусы искаженными, то есть с обломанными частями, кактус, из которого делается текила, кактус, который растет за колючей проволокой. Вот это дети, которые пережили определенный стресс, и когда с ними потом в ходе урока уже проходишь, потом говоришь, я с тобой хочу встретиться, потом на индивидуальных консультациях действительно выясняется, что им есть о чем поговорить с педагогом-психологом. С 11-классниками я методику кактус провожу уже не так, что, ребят, давайте я посмотрю, насколько вы агрессивны. Тут уже такой подход. Ребят, вы скоро приедете учиться в разные города, будете жить в общежитиях, вам нужно будет познакомиться со своими соседями по комнате или однокурсниками, и вы можете с ними провести такую методику кактусы, которую вы многократно уже проходили, знаете, и на что вы можете обратить внимание, да, какие ваши однокурсники будут. Заодно они просматривают еще раз ситуацию, прорисовывают этот кактус, вспоминают, как он у них менялся с годами, и такая методика, в принципе, является тоже таким терапевтическим приемом уже для старшеклассников, когда они учатся сами регулировать отношения с другими ровесниками своими. С малышами я кактус предлагаю не только про себя обсудить, а предлагаю провести методику кактус со своими родными дома и посмотреть, похожи ли будут рисунки кактусов, которые нарисуют их мама, папа, братья и сестры. Если необходима такая завуалированная диагностика семей, которые в классе, то мы проводим такую диагностику, тоже опять все на рисовании. Как правило, я стараюсь брать урок рисования свой или у своих коллег, говорю, можно я к вам приду, мы буквально минут 10-15 у вас порисуем. Я предлагаю нарисовать семью, но не обычным образом, а семья в образах, когда вы хотите каждого члена семьи превратить в какой-либо предмет и обосновать, почему это так происходит. И тоже очень информативная методика, когда старший брат с секретами многочисленными превращается в шкаф с количеством больших отделов, сестра превращается в зеркало, мама превращается в изящную вазу с цветочком, а папа холодильник. Причем позиция у детей разная, если вот они рисуют папу холодильник. Одни говорят, наш папа приходит и сразу продукты приносит и заполняет холодильник, а другие говорят, а наш папа только из холодильника приходит и все ест. Значит, смотрите, такая методика, нет к ней определенных критериев, потому что каждый раз дети рисуют по-разному. Тут важна беседа с учащимися, поиск, сколько похожих в классе образов на маму, на папу, и вы можете сразу отследить, если родители ассоциируют с признаками агрессивности, как с алкоголем, с ремнем или еще с какими-либо такими нелицеприятными моментами, тут уже можно взять на заметочку, что данной семьей нужно понаблюдать. Так,
И еще одна методика, которую я хочу с вами поделиться и рассказать, она достаточно тоже известная и очень хорошо освещена в соцсетях. Это рисунок «Человек под дождем». Как правило, я отвожу на это практически целое занятие, потому что на данном рисунке, данный рисунок выполняется учащийся 3 рисунка. И чтобы у нас не был пустой разговор, давайте мы с вами начало проведем данной методики. То есть вначале вы должны взять обычный листочек, разделить его пополам. Вот у вас. И на одной стороне нарисовать человека в течение минуты так, как вы его умеете. Вы можете на любом черновичке нарисовать схематично человечка. Вот 1 минутка у нас пошла. Всегда говорит, через познание, через действие мы лучше познаем то, чем работаем. Так, тут вы нарисовали человека. У вас еще полминуточки. На второй стороне листа, не разворачивая данный листочек, то есть вы тут нарисовали человека, на второй стороне листа теперь нарисуйте в течение 3 минут человека под дождем. Обычно детям дается установка сразу, что дополнительных вопросов никаких задавать не надо. Как правило, любой дополнительный вопрос сбивает с мысли вашего соседа, добавляет ему лишние образы, ассоциации, поэтому мы рисуем данный момент каждый про себя, стараемся молча это все нарисовать, а потом уже поделимся, что у нас получилось. Да, но пока вы рисуете человека под дождем, скажу, что опыт работы с данной методикой показывает, что наиболее информативно получается данная работа с учащимися, начиная от 7 класса и старше. С учащимися 11 и 9 классов я стараюсь данную методику проводить весной. В рамках искусства предмета есть тема изображения человека. И мы как раз под маскировочный такой момент, что это идет занятие по ИЗО, используем данную методику. Итак, вообще получается проективная методика рисунок человека для поступающих в 1 класс является как методика, определяющая уровень интеллекта, и ничего не мешает вам использовать данную методику и посмотреть уровень интеллекта по качеству изображения человека в данном рисунке. А так по эмоциональному состоянию мы сравниваем 2 рисунка, человек и человек под дождем, и на что обращаем внимание. И какие установки я обычно детям говорю. Посмотрите, какой рисунок у вас получился лучше, 1 или 2 человек под дождем. Как правило, 2 рисунок намного лучше и интереснее. 2 вопрос задаем. Скажите, пожалуйста, ваш человек активен или пассивен? Потому что тип поведения на рисунке «Человек под дождем» показывает, как вы склонны действовать в стрессовой ситуации. Потому что, как правило, дождь воспринимается как стрессовая ситуация. Если ваш человечек оделся потеплее, у него появились там сапожки, плащик, зонтик, или он у вас побежал, скрываясь от этого дождя, можно предполагать, что вы в стрессовой ситуации склонны действовать активно. Следующее, что мы смотрим, и на что можно обращать внимание детей, пользуется ли на рисунке человечек под дождем зонтиком. И я всегда рассказываю, что зонтик является психологической защитой от родителей. Купол – это защита от мамы, и ручка зонта – защита от папы. И бывает, они смотрят, как бы обсуждают сразу, а вот если я не нарисовал, что они меня не защищают, что ли? Тогда я подросткам и говорю, что ты можешь не пользоваться зонтиком в силу своего возраста,
а можешь на подсознательном уровне отказываться от тех норм и правил, которые тебе внушают родители, и в стрессовой ситуации действовать по-своему. Что тебе ближе? Ты просто не пользуешься зонтиком или отказываешься от их рекомендаций, как действовать? Тут тоже интересная реакция бывает у детей, они обсуждают это, смотрят, насколько там качество зонта изображено, сильно закрывает человека, не сильно, в сторонке этот зонтик. То есть дальнейшие все детали, они просматриваются, меняется ли возраст, меняется ли пол человека. Мы все это проговариваем, что это показывает на то, как меняется ваше поведение в стрессовой ситуации. Детям достаточно интересно посмотреть, и я не запрещаю это, посмотреть рисунки у своих соседей, поделиться, найти похожие. Опять же, мы смотрим, насколько стереотипно мышление, и проговариваем всегда, что стереотип в школьной жизни, в принципе, помогает. Потому что если мы думаем одинаково и рисуем одинаково, то, в принципе, мы, значит, одинаково понимаем учителя, который объясняет урок. А если у нас уже получается мышление оригинальное, с одной стороны, это здорово, это показывает на определенную одаренность, но тут тоже нужно пронаблюдать, насколько данная оригинальность помогает или мешает ребенку быть адаптированным в данном коллективе. И еще раз повторю, что методика «Человек под дождем», сейчас звонок прозвенит, заключается в основной третьей части, когда мы разворачиваем листок полностью и на всей площади листа на обратной стороне рисуем картинку, которая называется «Дождь в сказочной стране». Данный рисунок «Дождь в сказочной стране» является ресурсным состоянием учащихся. Поэтому 9 и 11 классам данная методика помогает определить, есть ли у них ресурс перед подготовкой к экзаменам и к экзаменационным испытаниям, что им помогает, что, как правило, чаще всего рисуют учащиеся. Ну, во-первых, конфетный дождь очень частый у нас, и кусочки пиццы, мармеладки, новогодние вот эти все сладости. Очень часто в этом дождике сыпятся с небес. Есть классы, в которых тема меркантильная, деньги, доллары, рубли, тоже очень часто бывает, но не во всех классах. И, как правило, сравнительные характеристики данных классов показывают, в каком классе это актуально является тема наличия денег, а для кого это не актуально. В последнее время, ну вот сейчас 8 классы у меня рисовали, впервые появилось, что дождь сыпется, ну, в сказочной стране идет с пожеланиями добра, здоровья, счастья и любви. То есть дождь, который наполняет, они прям прописывали это словами. Мне это было удивительно. Наверное, все-таки ситуация напряженная, которая сейчас с пандемией происходит, заставляет детей задуматься об этом. И впервые я вижу, чтобы дождь был из пожеланий, из слов. Еще бывает дождик у нас такой не всегда позитивный, дождь в сказочной стране, может быть и таким грозовым. И, как правило, это ситуация, когда или в семье, или в личной жизни происходят какие-то стрессовые ситуации, скандалы, и в это время человек рисует именно вот разрядку, гром, молнию. И на это тоже можно обратить внимание. Потом, мы обращаем еще внимание учащихся на то, что, как правило, дети в рисунке «Дождь в сказочной стране», независимо от того, что перед этим было 2 рисунка человека, в 3-м рисунке людей не рисуют вообще. И они говорят, ну, мы уже 2 раза их рисовали, что их еще раз рисовать, а мы тут уже как раз и рассуждаем, что если это ресурсное состояние, то «Дождь в сказочной стране» – это ситуация, когда вы можете пополнить свой ресурс, психологически себя восстановить при отсутствии посторонних людей. То есть вам нужно уединиться, отдохнуть, и тогда вы наберете силы, готовы вновь идти в школу. Очень мало детей, которые рисуют
ситуацию, что много вокруг детей, праздник какой-то в сказочной стране. Но такие дети есть, которым это нравится, и общение у них является восстановлением ресурсов. И тут интересно посмотреть, что не всегда те дети, которые себя шумно и весело ведут на уроках и переменах, что для них это является ресурсным состоянием. Очень часто у них бывает закрытая крепость или абсолютно такой пустой рисунок в сказочной стране, то есть без людей, без животных, такой обезличенный, то есть тоже может показывать по принципу, что эмоциональное истощение есть, но вот этот способ поведения в школе не восстанавливает его. Да, и нуждается он больше в тишине, но по какой-либо причине эту тишину сам не соблюдает. Вот такие вот получаются у нас самые распространенные методики, которые я использую в работе с учащимися. Почему я их люблю? Потому что, как правило, выходы в эти классы бывают неожиданными. Вдруг нужно срочно заменить учителя, экстренно, без подготовки за день, за два и даже за час. Просто на перемене говорят, этот класс остался без учителя, выходишь в этот класс и уже просто для себя помнишь, что структура работы такая. Первая – это работа с кактусами, второй – работа с семьей, изучение семьи. Третий этап – это работа с дождиком, человек под дождем. Есть еще другие методики, но они более затратны по времени, потому что потом требуют учить от педагога-психолога обработки. Это проективная методика пиктограмма, когда мы ее рассматриваем обычно для успешной учебы. Помните, там 10 набор различных слов, словосочетаний, иногда для старшеклассников 16 используются, когда они должны с помощью рисунка запомнить эти слова и выражения, и потом мы смотрим на качество изображения рисунка, на их экономичность, символику, и уже обсуждаем, насколько человек может экономить учебное время, запоминать информацию с опорой на конспекты, которые он делает. То есть это тоже тема целого урока, и для детей бывает очень интересно. И, как правило, заканчиваю я такие занятия синквейном. Вы попробуйте сейчас тоже написать для себя, например, давайте составим синквейн про проективную методику. Итак, проекция, да, или проективная методика. Какая она? Два прилагательных. Например, может быть информативная, незамысловатая. Да? Что делает данная методика? 3 глагола. Что делает? Дальше вы можете использовать любую песенку из песни или стихотворения, которые в данный момент вам сразу придут в голову. Первая ассоциация. Или пословицы, поговорка, как я всегда говорю, в каждой доле есть шутка, доля шутки, да, в каждой шутке есть доля шутки, или в каждой сказке есть доля правды. Следующая у вас строчка – это любое междометие, выражающее ваше эмоциональное состояние. Ох, ах, ой-ой-ой. И последнее – это слово «вывод», как правило, это наречие, которое отражает ваше отношение к тому, что вы сейчас сделали. То есть это может быть просто вывод как «хорошо», «плохо», «удивительно». И различные слова, «восторг». Вот. И это тоже будет являться финальной точкой для того, чтобы завершить эмоционально-проективную методику. То есть ребенок, уходя с занятия с педагогом-психологом, должен понимать, что он не просто что-то там начирикал, а он немножко узнал о себе, он может данной информацией воспользоваться во благо себя, может такое подобное провести со своими домашними, чтобы улучшить дома отношения в семье. И, как правило, что еще можно сказать? Полезно для себя и применимо в жизни в дальнейшем. Да? То есть я всегда детей нацеливаю на то, что тебе это в будущем пригодится. Если ты растишь лидера в себе, то тогда пользуйся всей информацией. Большое спасибо вам за внимание. Буду ждать ваших отзывов. Вот спасибо Кристине Зиновьевой за быструю интересную информацию. Вот, может, кто-то своим синквейном похвастается. У меня все.
Спасибо, Елена Михайловна. Все, спасибо. Я могу похвастаться своим синклином. У меня есть строчка из песни «Ничего на свете лучше нету». Поэтому Так и есть, да. методики, они играют большую роль в жизни психолога и его подопечных. Поэтому используйте в практике. Спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу работу и погружаемся в тему разработка программы профилактики. Разработка программы профилактики. И начинаем мы с того, что в этой работе участвует не один человек. Для того, чтобы разработать программу, важно подключить команду. Команда должна состоять из командира. Командир всей этой работы – это, конечно же, руководитель учреждения, это его заместители, это педагог-психолог, социальный педагог. Могут в разработке программы профилактики принять участие и специалисты других учреждений, ведомств, инспектора, медики, представители культуры, спорта и так далее. То есть не будем ограничивать круг тех, кто может создать эту методику. И чем шире будет спектр специалистов, которые принимают в разработке участие, тем лучше и качество самой программы будет. Начнем с того, что называется титульный лист. К сожалению, когда приходишь в учреждение, не всегда видишь, что работа, скажем так, ведется. Нет на титульном листе не утверждающих никаких данных, ни печати, что говорит о не совсем серьезном отношении к делу. На титульном листе все-таки это формальность, но это формальность, которая является основанием для того, чтобы уважать и свой труд, и показать, что мы все-таки согласуем свои действия с руководителем учреждения и с администрацией учреждения и действуем в одной связке. Поэтому на титульном листе всегда должно быть утверждение директора, фамилия, имя, отчество, подпись, место печати, печать, сама дата, когда это все было утверждено. Наименование программы, сроки реализации, авторы, разработчики, составители, кто угодно, год разработки. И при разработке программы важно понять, какими ресурсами обладает учреждение, и для этого нужно подготовить паспорт учреждения. В опорном конспекте это именуется как информация об учреждении, где мы видим название учреждения, его организационно-правовые формы и так далее. То есть первая часть посвящена тому, что мы уточняем вот эту информацию, чтобы нам было проще потом дальше работать. Уточняем проектные мощности, наличие помещений в ресурсную базу, да, для того, чтобы организовать медицинское обслуживание, лечебно-профилактическое обслуживание и работу, для организации трудовой подготовки воспитанников, обучающихся, для организации досуга, отдыха, быта, для организации какой-то коррекционно-развивающей работы, технологическую оснащенность, библиотечный фонд, медиатеку. То есть вот это наличие спортзалов, актовых залов, бассейнов и всех таких вот достопримечательностей, помещений, которые отличают ваше учреждение, все, чтобы отразилось в этом документе, чтобы можно было наглядно видеть, что вот эти вот ресурсы у вас есть, и ими можно будет воспользоваться. Кроме того, необходимо проработать вопрос кадровых
возможностей, количество административных работников, количество вспомогательного персонала, количество учителей, воспитателей, психологов, чтобы можно было этим вопросом тоже владеть. Из них, имеющих высшую, первую категорию, к сожалению, в нынешнее время ни психологи, ни педагоги как-то не стремятся повышать свою квалификацию, и подготовить аттестацию. Конечно, это сложное дело, но вот когда у нас есть командная работа и взаимопомощь и выручка, можно с этим пластом работы справиться. В паспорте образовательной организации мы можем указать всю информацию, которая характеризует наш вот детский дом, допустим, интернат или школу, или лицей, колледж, как передовика в области профилактики, то, что мы можем отметить как заслугу. Это могут быть победители каких-то профессиональных конкурсов, победители олимпиад, победители и каких-то конкурсов детских. Вот. И также можно отметить в этом паспорте тех обучающихся, которые стали знаменитыми, или если это дело касается профилактического направления, то можно отметить туда тех, кто не стоит на учете, тех, кто не употребляет, тех, кто там и так далее. То есть в абсолютных количествах и в процентном отношении. Вы, в принципе, видите перед глазами все пункты, которые включены в паспорт. Я туда постаралась по максимуму включить информацию, но, может быть, какая-то скрылась от моих глаз, вы можете добавить, если что. Направления, по которым организовано дополнительное образование, что очень важно, особенно в детских домах. Общее число кружков, секций, которые действуют в учреждении или за пределами учреждения, сколько детей посещают кружки, секции. Это методический ресурс, наличие организационно-методической службы, ее приоритетное направление, реализуемые образовательные технологии, наличие системы повышения профмастерства, участие учреждения в различных республиканских мероприятиях или даже всероссийских мероприятиях, профилактический ресурс учреждения, наличие социально-психологической службы, состав ее, приоритетное направление, реализуемые программы профилактики, реализуемые социальные проекты различного уровня. И вот здесь важно указать динамику, что у нас есть динамика, нет динамики, для того, чтобы каким-то образом планировать будущую деятельность и программные мероприятия. Опыт взаимодействия с образовательными организациями, опыт взаимодействия с внешними организациями, различными культуры, спорта, науки, религии и так далее. Какие есть традиции в учреждении, награды учреждения, дополнительная информация. Вообще для чего я это все начинаю говорить и так подробно? Давайте с вами, особенно это касается тех 10 учреждений, детских домов, которые включаются в работу по совершенствованию методического сопровождения интернатных учреждений. Министерством поставлена задача разработать и внедрить, и усовершенствовать программу профилактики образовательных вот этих вот учреждений, в первую очередь детских домов. И нам с вами вот с сегодняшнего дня нужно организовать, инициировать работу по созданию такой либо универсальной, либо такой специальной для каждого учреждения программы, или проекта, или как угодно его назовите, плана по профилактике девиации. Или вот мое мнение, что это должна быть комплексная программа профилактики, где будут отражены все направления, и самовольные уходы, и аутоагрессия, и правонарушения, и там нарушения всякие разные дисциплины, и курение,
и алкоголь. То есть это должна быть комплексная программа, которая бы отражала все-все-все. Поэтому для того, чтобы эту работу начать, вот эта ресурсная база у нас должна быть перед глазами. И давайте договоримся о том, что мы этот паспорт подготовим к следующему четвергу. Правильно сказала? Четвергу. Четверг следующей недели, когда будет ВКС в Министерстве образования, у меня на руках должны быть вот эти паспорта. То есть мы должны показать свое начало нашей деятельности. А для того, чтобы начать, нам вот этот старт недельный будет, скажем так, необходим. То есть за эту неделю мы разрабатываем паспорт учреждений. То есть начинаем работу по поиску наших ресурсов, чем мы обладаем, и будем от этого отталкиваться при создании программы. Проблематика, понятно, что у всех одна и та же практически. Если мы говорим об интернатных учреждениях, то, в принципе, проблема какая в девятцах? Это самовольные уходы, это правонарушения, уголовные дела в этих же самовольных уходах. Да? Дети уходят и совершают какие-то опасные деяния, которые хотели бы пресечь и администрация учреждения, и педагоги, и воспитатели, и в том числе Министерство образования Республики Коми. И мы, как Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, вам будем в этом содействовать. Если мы будем содействовать, то, соответственно, нам нужно будет прийти к каким-то общим точкам взаимопонимания, и кто-то кого-то должен будет прислушаться. Если, вот, допустим, у вас будут какие-то предложения в этом отношении, то мы всегда будем рады все выслушать и принять к действию, если это будет целесообразно. Описание программы или проекта, или, опять же, вот того продукта, который будет направлен на профилактику. Название должно содержать смысл, да, всего этого продукта, целевую аудиторию, продолжительность и так далее. То есть в самом названии должна отражаться суть всей работы, которая будет запланирована. И должно заключаться в действии, допустим. Если это только психолого-педагогическое сопровождение детей, склонных к самовольным уходам, это слишком узко. Если мы планируем комплексную работу, то это должна быть такая комплексная программа профилактики девиаций в учреждении. Ну вот давайте будем думать. У нас неделя есть. Ваши предложения вы будете нам высылать на почту отдел pps@mail.ru. Так, по типу программы. Я думаю, что нам надо все-таки остановиться на комплексной программе, которая бы охватывала все сферы, не только психологов, чтобы не только психологи или социальные педагоги были замучены в этом отношении, а все учреждение, весь спецсостав, весь техперсонал, вот все учреждение в целом в этом деле должно поучаствовать. Целевая аудитория – это понятно, что все участники образовательного и воспитательного процесса. Если это детские дома, это воспитанники, педагоги, техперсонал, администрация, ну вот там прачки, дворники, все охранники, это все живые существа, которые на территории обитают. Постановка проблемы. Опять же, постановка проблемы нам понятна, мы можем ориентироваться на те мониторинговые исследования, которые
проведены уже в ряде учреждений. Вот никак не могу отвыкнуть от образовательной, да, организации. Вот государственные учреждения для детей и сирот. Значит, в этих учреждениях были проведены мониторинговые исследования, которые выявили тенденции, ну, и определена комфортность проживания в данных учреждениях. Результаты будут выложены в определенной такой справке. Будет именно эта мониторинговая картинка актуальностью организации программы профилактики, организации разработки программы профилактики. Так? К четвергу, опять же, давайте продумаем, какие вы можете предложить цели, задачи программы профилактики, этапы, сроки, механизмы реализации. Циклограммы пока трогать не будем, потому что наполняемость мероприятиями – это все-таки такой большой пласт работы, который нужно еще будет продумывать в зависимости от того, какие блоки будут содержаться в данной программе. Опять же, думать будем по этапам. Если это будет какая-то годовая программа, на год рассчитанная, это один вариант. Если это будет на несколько лет рассчитана программа, это другой вариант. Тогда просто мы должны для себя определиться. И я жду вашего мнения, что это будет. Либо годовой какой-то план, годовая программа, либо это будет многоуровневая такая многолетняя работа с механизмами реализации, оценки и так далее. Блоки их содержания. Если мы говорим о том, что программа будет комплексная, а не только нацелена на одного какого-то специалиста, на педагога, психолога или социального педагога, то в ней должны быть блоки. И в схемочке, которая есть у вас в опорных конспектах, сейчас перелистнем туда. Так. Вот эта вот схема, это такой своеобразный черновичок, где можно будет свои мысли излагать образно. Значит, в центре у нас программа профилактики. Дальше круг идет у нас, как апельсинчик, делится блоки. Какие блоки могут быть в программе профилактики, в комплексной программе профилактики? Мы, например, здоровье касается профилактики, лечебно-профилактическое, здоровьесберегающее начало должно быть в профилактике? Должно быть. Вот, и мы туда пишем, допустим, лечебно-профилактический блок. Это может быть как раз вот ресурсное обеспечение какой-то лечебно-профилактической работы, профилактика заболеваний, витаминизация и так далее, да, лечение зубов, головной боли и так далее. Это может быть здоровьесберегающий блок, который касается организации физкульт-минуток, досугового какого-то кружкового времяпрепровождения. Это может быть блок, например, психологический комфорт для всех участников, куда будут включаться традиции, мониторинги различные, диагностики, коррекционно-развивающая работа, то есть вот работа психолога. Это может быть методический блок, это может быть межведомственное взаимодействие, это может быть такая командная работа совета профилактики, например. Это может быть образовательный блок,
здоровая среда, например, да, или оптимальная двигательная активность. То есть мы можем придумать самые различные блоки, которые будут включаться. Вот сколько долек в апельсине, мы можем придумать столько блоков, которые будет включать программа. Мы можем придумать 5 блоков, мы можем придумать 6, 8, 10, 20, 30, то есть в зависимости от того, сколько мы осилим, и от того, какие специалисты у нас есть в арсенале. Если у нас есть огромный контакт, то можем мы, в принципе, и МВД сюда пригласить, и социальных каких-то работников, и культуру, и спорт, и всех, кто может нам помочь в этом деле. Не обязательно вот закрываться в своем учреждении и пытаться в одиночку это все осилить. Дальше идут такие векторы пунктирные в разные стороны, и здесь можно будет написать примеры мероприятий, которые будут этот блок освещать. Например, если это будет блок, допустим, здоровье и образование, мы можем ввести дополнительную ставку, например, да, для координатора здоровьесберегающей деятельности. Или это может быть экспертиза программ на предмет их здоровьесбережения, или стимулирование педагогов на здоровьесбережение, обучение по вопросам здоровьесбережения педагогов, да, наглядная какая-то пропаганда, то есть как реализация программы, там, «Здоровый малыш», например, для дошкольников, для школьников, там, «Крепыш» и так далее. То есть каждый блок мы можем наполнить тем содержанием, которым мы хотим наполнить и который считаем, что будет эффективным для организации профилактической работы. Для того, чтобы вот это все наполнить, нам нужно, конечно, справиться с тем, чтобы мы поставили перед собой конкретные задачи и цели, и чтобы вот это вот как такая ниточка и бусинки, они были все в одной цепи, чтобы у нас было так, что, допустим, цель одна, задача другие, блоки третьи, в результате получится четвертая, и, конечно, результата никакого не будет. Но нужно сделать так, чтобы вот эта вот наша с вами работа была выстроена сюжетно от начала и до конца. И будем стараться стремиться именно к таким высотам, чтобы, начиная от целей и задач, заканчивая ожидаемыми результатами, у нас с вами получился такой продукт, который будет эффективным и последовательным, и логично выстроенным, понятным и воспроизводимым. Самое главное, что мы можем это одолеть вместе, но для того, чтобы с этим справиться, нужно, наверное, все-таки всем педагогическим коллективам постараться и подумать. И, может быть, вы помните, мы когда-то с вами с такой методикой знакомились, как методика технология мобильных групп. Когда одна какая-то проблема обсуждается с группой педагогов. Педагоги, допустим, если 25 человек в педколлективе, они делятся на 5 команд, соответственно, 5 блоков, да, которые можно проработать. И, скажем так, полчаса занимаются проработкой каждый своего блока, потом по часовой стрелке меняются и обсуждают все по очереди каждый свою проблему. Очень полезно использовать данную методику, чтобы за короткое время весь коллектив погрузился в содержание всех 5 блоков, скажем так. Может, я сейчас не ясно объясняю, но, конечно, было бы все это так же наглядно
воспроизвести, но, к сожалению, групповую работу здесь не получится сделать. Можно было бы при очном общении, например, сыктывкарских учреждений это организовать. Но в условиях пандемии, опять же, нам сложно будет собираться. И придется виртуально нам продолжать с вами общение в этой ситуации. Значит, понятно, да? Если оторваться от этой схемы, нам нужно в программе профилактики определиться с количеством блоков и их названиями и содержательно наполнить их мероприятиями, программами, какими-то действиями со стороны разных участников образовательного процесса, со стороны администрации, со стороны педагогов, со стороны психолога, социального педагога, со стороны обучающихся. То есть вот такая должна быть массовая работа. Но то есть вот тут не должно быть таких мероприятий, допустим, как встреча Нового года или празднование 23 февраля. Здесь должны быть именно те мероприятия, которые касаются именно профилактики. Если 23 февраля включать в программу, то оно, соответственно, должно звучать каким-то образом и содержать тематические профилактический компонент. То есть всю работу педагога-психолога можно в эту программу включить без проблем. Профилактический психологический блок, пожалуйста, и индивидуальная профилактическая работа, и какие-то групповые тренинговые занятия, все здесь будет. Но кроме психолога здесь еще будет видна и работа по всем остальным блокам. Это очень важно. Образовательных технологий также можно много привести, и здесь огромное разнообразие, это информационно-коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления, проективных методик, развивающие, здоровьесберегающие, игровые и так далее, и так далее. Вот квест-технологии мы сегодня с вами попытаемся раскрыть. Кейс-технологию, квест не будем. Так, и планируемые результаты, до планируемых результатов нам еще с вами далеко, но нужно о них думать, чего мы хотим нашей программы. И планируемые результаты, в принципе, должны прозвучать и в целях, и в названии нашего с вами продукта. Поэтому чего мы хотим, что мы хотим в итоге получить, это важно. И не зря вот мы такой вот скелетик разработали, чтобы было видно четко, что там в начале, что в конце, чтобы было это все без всякой воды и без, скажем так, вот эту вот всю ниточку сюжетно, чтобы было видно. Система оценки эффективности здесь, конечно же, подключать надо и анкетирование, и сбору отзывов, и какие-то диагностические методики использовать. Можно даже использовать и социально-психологическое тестирование в оценке эффективности программы. Почему нет? Единственное, что мы здесь ограничиваемся в возрасте с 13 лет. До 13 лет можно использовать программы другие и нужные. И в коррекционных учреждениях тут тоже ИСПТ не пойдет, потому что рассчитано на нормативных детей. Ну вот в этом плане надо подумать, какие методики можно подобрать для того, чтобы оценить эффективность и педагогов. В принципе, с педагогами идет работа. Республиканский центр образования уже охватил территории Воркуту, Усинск или не Усинск. Ну, короче говоря, ряд территорий были уже охвачены их деятельностью, поэтому мы в этом отношении не одни. Возможные риски, надо минимизировать риски и сделать
программы такой универсальной, чтобы рисков не было. Мы, в принципе, над этим и работаем, чтобы подключать именно поддерживающие такие факторы защитные, которые нам помогают справляться. Конечно, мы в идеале можем только справиться со всеми девиациями, которые наваливаются на плечи наших детей. В сложившихся ситуациях нам все равно приходится бороться, чтобы вот не зря я вам зачитала в начале рассказ про обезьян, которые просто катились в экономическом плане к тем самым девиациям. То есть нам в любом случае, будет большой результат или не будет большой результат, нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы хоть на чуточку сделать мир вот этот лучше, добрее и хоть кого-то спасти и вытащить из болота. И это на самом деле важно. Это важно, это трудно, но мы будем стараться. Вместе будем стараться. И будем стараться так, чтобы у нас все было закреплено нормативно, согласовано с руководителями и максимально приближено к тем методическим посылам, которые идут от Федеральной службы психологической. Будем ждать новых методических рекомендаций, но пока будем руководствоваться за профессиональным стандартом, федеральными законами, которые регламентируют нашу деятельность в области профилактики. И будем работать. Такое задание в особенности тем учреждениям, детским домам, которые попались в поле зрения прокуратуры. Конечно, очень жаль, что у вас вот такая ситуация складывается, но еще раз повторю, что не делается, все к лучшему. Будем вместе с вами стараться разрабатывать программу. У кого уже есть программа, вы мне отпишитесь на адрес электронной почты отдел pps@mail.ru, чтобы их проанализировать и либо в качестве опыта работы представить, либо будем совершенствовать ваш труд и вместе будем делать общее дело. И, возможно, будет у нас такой труд, который потом поможет людям. Вот так. И детям, педагогам, и всем. Я, по крайней мере, на это надеюсь и настраиваюсь на то, чтобы мы не просто так вот сейчас посидели, послушали, поговорили, а начали работу. То есть, может быть, я немножко нескладно или весело об этом говорю, но на самом деле пласт работы большой, и мы, шутя весело, должны с этим справиться и все. Справиться и будем справляться. А сейчас мы с вами к одной из технологий обратим свой взор. Значит, возвращаясь немножко к программе, мы с вами договорились, да, что мы, скажем так, в четверг у нас будет уже ВКС, к среде. Среда – это у нас какое число? Среда – это у нас 21 октября. 21 октября до 21 октября я буду ждать от вас паспорта. Это, значит, от кого я жду? От детского дома номер 17 и 18. Это Печорова и Воркута.
от 4-го детского дома и от школы-интернат номер 2, ну, школа-интернат, детский дом номер 2 Ухта. Вот. От вас обязательно. От остальных детских домов желательно обязательно. Но все равно придется вам это все делать. Лучше это делать в общем потоке, чем потом догонять. Значит, к 21 октября жду паспорта. И если у вас получится и, скажем, найдется время на то, чтобы придумать название, цели, задачи этого проекта, программы. Ну, понятно, что в целях, задачах и в названии работы будет все самое основное, что мы хотим получить. Еще раз напоминаю, что программу, я рекомендую программу сделать комплексной, чтобы были затронуты все блоки. Ваши пожелания я тоже выслушаю, прочитаю, отвечу и будем думать. Я думаю, что мы все справимся и никуда не денемся. Все будет хорошо. И давайте перейдем уже, пока все не уснули и не озаботились программой. Кейсы. Это один из способов обучения персонала, педагогического персонала, технического персонала. Это большое подспорье для работы советов профилактики, для педагогических консилиумов, поскольку именно в основе их работы лежит кейс-технология, когда разбирается конкретная ситуация, находится решение работы, проблемы сложившейся, сообща в команде. Одним из методов, которые соединяют вот как раз теорию и практику, это и есть в иностранной литературе, он называется кейс-стадии. А мы по-русски будем называть разбор конкретных проблемных ситуаций. Это метод активного обучения, и суть заключается в том, что участникам предлагается проанализировать реальную ситуацию, описание которой содержит практическую проблему. Как правило, эта проблема не имеет какого-то однозначного решения, поэтому и нужна такая команда, которая все эти решения найдет таким мозговым штурмом. И важно, чтобы вот при решении таких задач были разноплановые специалисты, которые актуализируют свои знания теоретические и практические в области проблемы и выдвинут определенные решения, необходимые для преодоления или разрешения этой проблемы, ситуации. Богатейший отечественный опыт обоснования анализа таких практикоориентированных методов, как кейс-технологии, принадлежат Забродину, Матюшкину и так далее. То есть мы с вами имеем кейсы, описание реальных ситуаций. Если мы обучаемся, да, то мы какие-то реальные ситуации можем описать. И эти события, они побуждают к выработке в ходе дискуссии способов разрешения ситуации на основе их анализа. И они как бы имитируют профессиональную деятельность. То есть на тех кейсах, которые уже есть, мы можем потренироваться. Мы можем потренироваться, чтобы в каких-то реальных условиях не наделать ошибок. Как это, в принципе, бывает
часто, что принимаются кардинально неверные шаги, которые только усугубляют проблему. Что в этой ситуации делать? Нужно, во-первых, подкрепляться теоретически в области изучаемой проблемы и тренироваться на разрешении кейсов. К сожалению, вот как многие авторы пишут, кейсовых вот таких вот сборников у нас очень мало, где можно какие-то разобрать ситуации. Сколько вот я сейчас не смотрела ситуаций, они все, конечно, спорные пути решения. Нужно все равно каждый индивидуальный случай рассматривать отдельно. Какие методы помогают? Это может быть мозговой штурм, да? Это может быть вот та же самая вертушка, да, обсуждение командное. Это может быть просто какие-то аналитические размышления человека, да. Вот. Что развивает, какие профессиональные навыки? Аналитические, творческие, коммуникативные, социальные. То есть мы с вами учимся анализировать, учимся креативно мыслить, учимся слушать, слышать, взаимодействовать, общаться, убеждать. И кейс-технологии включают в себя вот такое вот моделирование, системный анализ, проблемные методы, эксперименты. Эффект. Какой эффект от использования кейс-методов? В ходе, опять же, можно индивидуально кейс решать, а можно в группе, лучше в группе. В ходе групповых дискуссий формируется профессиональное такое лицо специалиста, и кейс-метод помогает становлению вот этих вот аналитических способностей и презентованию себя как специалиста и профессионала. Это вот то, что лично, да, а мы все-таки эффект какой, да, для себя можем обогатить себя бесценным таким опытом, решая всевозможные вот такие логические задачки. И формируем какую-то культуру того, что каждую ситуацию нужно анализировать, предугадывать, прогнозировать и так далее. Чтобы эффективно найти какое-то решение, нужно обязательно подумать, а не просто так сгоряча, какая вот эмоция возникла мгновенная, то решение и как в психологии говорят, что в голову пришло, то и самое верно. А здесь как раз в кейсе технологии немножечко другой подход. Нужно думать, нужно подбирать как пазлы разные решения, чтобы все сошлось так и помогло человеку, который попал в проблемную ситуацию. Все-таки мы с вами работаем с детьми, и детьми такими нестандартными, у которых масса проблем, и одна проблема накладывается на другую, получается, что вот этот клубочек нужно разматывать очень аккуратно, чтобы ничего не порвать, ничего не повредить. И вот что имеем, с тем мы работаем. В профессиональной подготовке педагогов-психологов используются два вида кейсов. Это структурированный кейс, когда все понятно, в принципе, он содержит минимум информации. Для решения какая-то принимается определенная теоретическая модель или схема. И такие ситуации могут одно какое-то такое оптимальное решение содержать. И структурированные кейсы обычно используются для того, чтобы закрепить какой-то теоретический материал или какие-то для проведения проверки знаний, скажем так, да. В этом случае кейс содержит конкретные вопросы. Вот, например, у вас в опорных конспектах
есть. Что там есть? Есть примеры кейсов. Есть примеры кейсов. Вот. И вы его прочитали, да? К школьному психологу обратилась мама 8-летнего мальчика с жалобой на его агрессивность. Миша очень вспыльчив, все конфликты пытается разрешить силой. Бывает очень жестоким, часто старается из-под-тишка навредить противнику. Ребята в классе его не любят. Он у нас единственный ребенок в семье. Мы оба работаем, за сыном присматриваем, старая прабабушка, а нас с мужем очень беспокоит такое поведение сына. И вот получается, что у нас кейс структурированный, определите агрессивность, тип агрессивности у ребенка, возможные причины поведения. Сформулируйте задачи коррекционной работы, обоснуйте оптимально для данной ситуации методы коррекции. Вот получается, да? Что у нас получается? Какой вид агрессивности у ребенка? К школьному психологу пришла мама 8-летнего ребенка и жалуется на то, что он агрессивный, очень вспыльчивый и решает все силой. Но вообще в этом сборнике данный кейс, он имеет название драчун. То есть у нас есть о физической, да, агрессии идет речь, и каковы цели и задачи коррекционной работы. Можем ли мы применить, да, совершенно верно, физической агрессии, какие способы снятия этой агрессии мы можем использовать? И какие проблемы вообще вскрываются, каковы причины агрессивности? Я смотрю, мало активности в наших рядах. Кристина Зиновьева у нас с вами. Ага. Единственный ребенок, запретов нет. Взаимоотношения с родителями. Хорошо. Значит, вы увидели такие. Угу. Молодцы. Нехватка внимания со стороны родителей, неудовлетворенные базовые потребности, вседозволенность, причина в семье. Ага. Сформулируйте, задать любовь родителей. Угу. Сформулируйте задачи коррекционной работы. Вы как психологи, какие можете варианты решения, как справиться с физической агрессией ребенка, как удовлетворить запрос родителя? То есть к вам на консультацию пришла вот эта мамочка, да, и что вы ей скажете? Формировать коммуникативные навыки. Кому? Ребенку. Угу. Перевести на эмоции, поговорить проговаривание ситуации с ребенком. Учить разным формам общения. Ага. Снятие тревожности у ребенка, работа с эмоциональным. А как вы думаете, групповая форма работы или индивидуальная подойдет? Побеседовать с ребенком, родителем.
Диагностическая работа, поговорить с ребенком, родительскими отношениями. С мамой говорить не будем, да, и никакие рекомендации давать не будем. Если мы говорим, что суть в том, что нарушены детско-родительские отношения, возможно, корни агрессии именно оттуда идут. Да, я согласна, что необходима групповая форма работы, но ей должна предшествовать индивидуальная, да, все-таки работа, как вы правильно говорите. Да, связка должна быть родитель-ребенок, то есть консультация с родителем, с мамой обязательно, прежде чем перейти к работе с ребенком, маме тоже нужно дать соответствующие рекомендации и установки. Учить ребенка правильно выражать свои эмоции, провести анкетирование с родителями, диагностика с ребенком, начать с родителей, совершенно верно, выявление причин агрессии. Угу. Чтобы выявить причины агрессии, что мы можем, какую диагностику провести? Обязательно дать рекомендации и классному руководителю, научить выражать свою агрессию приемлемым способом. Угу. Все идет из семьи. То есть у нас достаточно информации для того, чтобы мы определили, что причина агрессии идет из семьи. Угу. Тодика Элина. Угу. Достаточно у нас ли информации? Или мы должны ее еще перепроверить? Кактус, рисунок семьи, тест руки. Ага. Угу. Нужна еще информация, совершенно верно, да, проективные методики, базы дарки перепроверять. Но в этой ситуации, вот скажем так, если мы будем рассматривать эту ситуацию как закрепление того материала, который мы уже сегодня прошли, что мы можем, исходя из наших полученных сегодня знаний, использовать? Угу. Сказкотерапия. 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 Вот молодцы. То есть получается, что какой посыл, да? Если мы рассматриваем кейс как закрепление материала, который мы с вами прошли, то можно сразу же направить, да, на тот материал, который был пройден. И проективные методики, сказкотерапия, то есть все методики, вся информация, которая прозвучала, может быть использована, да, для проверки информации, для подтверждения ваших гипотез. То есть мы сначала выстроили какую-то гипотезу, да, и потом ее проверяем, да. Угу. Хорошо. Ага. Ковер дружбы с родителями и ребенком. Хорошая модификация ковра мира. Пескотерапия. Угу. Угу. Так, вот посмотрите, какая игровая терапия. Ну, и еще раз вас в тот материал, который у вас есть в арсенале, и тот, который вы сегодня услышали, в принципе, я с вами полностью согласна, что нужно информацию перепроверять, опереться на проективные методики, проконсультировать маму и, соответственно, получить дополнительную информацию, которая будет основой для дальнейшей коррекционной работы с Мишей. Будут какие-то индивидуальные занятия, да, с использованием арт-терапевтических методик и
Дальше включение в групповую работу по формированию коммуникативных навыков, по совершенствованию, да, выходов из конфликтной ситуации и каких-то адекватных способов реагировать на своих сверстников. Угу. Следующая ситуация. Еще бывают такие неструктурированные кейсы, и они могут быть из такого количества материала, в котором очень сложно выудить нужную информацию. Иногда даже может быть и не быть той информации, которая нужна. Поэтому максимум внимания должно быть к тексту. И очень часто такие кейсы, так называемые, встречаются на психолого-медико-педагогических комиссиях. И вот, кстати, в конкурсе «Педагог-психолог Республики Коми» тоже такие кейсы мы в этом году использовали. И очень сложно было нашим конкурсантам с ними справиться, но справились достойно, очень достойно. Сложнющие были кейсы, которые касались детей с ограниченными возможностями здоровья. И они молодцы. Значит, про Мишу мы уже с вами... Кейс номер 2. Воспитатели детского дома обратились к социальному педагогу с запросом. Неделю назад в группу поступил Кирилл, 11 лет. Родители лишили родительских прав. Воспитатели всегда стараются по максимуму наблюдать за новыми детьми. И этот раз был не исключением. И, как оказалось, не зря. У мальчика было уже 3 попытки самовольно уйти из детского дома. Кирилл уже не скрывает, что все равно убежит, потому что он хочет домой. Да и семья мальчика проживает в том же городе. При этом родители злоупотребляют спиртным, не работают в доме, антисанитарные условия, и они совершенно не интересуются судьбой своего сына. Воспитатели в растерянности, не зная, что им делать, и переживают, что Кирилл может и других детей уговорить бежать из детского дома. Сформулируйте проблему и ее причины, какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации и кто эти участники ситуации, да? Я полностью согласна, что без заинтересованности родителей нет никакой работы, а наша с вами задача их замотивировать на контакт, обеспечить с ними контакт, потом уже и снимать зажимы и прочее. Да. Конечно, все зависит от профессионализма психолога, но есть и молодые специалисты, которые погружаются в решение кейсов с самого начала своей трудовой карьеры. И поэтому все приходит с опытом. Но нужно иметь такую установку, что мы работаем не просто так с какими-то куклами или мышками, собачками, да, а мы работаем с детьми, с человеческими душами, сердцами, с живыми людьми. И очень важно здесь соблюдать принцип «не навреди». И лучше 100 раз перепроверить и проконсультироваться с коллегами, с более старшими по званию. Так, идет еще проблема адаптации. Угу. Значит, мальчик Кирилл, его родители лишены родительских прав, неизвестно когда. Угу. Какие есть варианты? Сформулируйте проблему и ее причины. Проблема адаптации, считает Елена. Евгения считает, что это сепарация. Есть еще варианты какие-то. Ребенку на данный момент тяжело воспринимать новые условия. Сохранна связь с родителями.
Также новые правила. Мгм. Адаптация. Как бы то ни было, ребенок рос в этих условиях, для него они норма. Тоже согласна. Так что же делать? Каковы причины? Проблема адаптации. Проблема адаптации. Ага, тут написано, что неделю назад, да? Нет, он пришел в группу неделю назад. Родители лишили родительских прав. Он 3 раза пытался уйти из детского дома и не скрывает, что убежит домой. А родители злоупотребляют. Нет значимого взрослого. Нужно найти, кому будет ребенок доверять. Чувство страха жить в детском доме. Менять социальные установки ребенка. Угу. Вот ситуация заставляет задуматься. В принципе, она такая распространенная для детского дома, да. Вот сейчас есть возможность подумать в спокойной обстановке, что делать. Кто будет значимым взрослым для ребенка? Восстанавливать доверие. Вот Анастасия Борисовна, вот как на ваш взгляд, кто будет значимым человеком в период адаптации? Кто для Кирилла 11 лет ему в детском доме психолог, воспитатель, учитель. Но это уже 3 человека. Заинтересованность ребенка в новом учреждении, воспитатель в детском доме, воспитатель, педагог, психолог. Значимый человек один должен быть или их несколько? Найти подход к ребенку. Наладить контакт, да? Чтобы ребенок пошел с вами в контакт. А для этого нужен кто? Угу. А что делать в ситуации, да, с тем, что сложится доверительные отношения, да? Мне кажется, социальный педагог, у него больше опыта. Больше опыта с такими детьми, да, которые бегают. Или это входит в его должностные обязанности. Надо найти воспитанника этого же. Так, варианты могут быть такие, что можно найти доверенного человека среди воспитателей, или это может быть психолог, но психолог поможет найти, наверное, того значимого человека, который бы был на одной волне с этим Кириллом, да. Это может быть и старший воспитанник, который такой благонадежный, да, или соцпедагог, да, более взрослый, да, который мог бы адаптироваться. Да. Угу. На которого, то есть такой воспитанник, на которого можно было бы положиться, да? Да. Значимых людей должно быть 2-3, чтобы была возможность взаимозаменяемости, да? Угу. Может быть и воспитатель. Психолог направляет. Вот я вот согласна с тем, что психолог, он такой, он помогает. Его как бы нигде нет, но он везде есть. Он как вот та атмосфера и такой воздух для всех соединяющих, которым все дышат и помогают всем найти правильный путь в этой жизни. Значит, мы формулируем проблему адаптации. Причина в том, что он недавно появился в детском доме, и
еще есть связи с родительской семьей, они всегда будут. А вот как мы найдем с помощью психолога значимого взрослого или воспитанника, который бы ему помогал адаптироваться, или двух, да, таких, в которых вы уверены. Но нельзя на воспитанника возлагать всю ответственность за этого ребенка и потом обвинять. Если Кирилл еще раз убежит, то вот ты, Вася, виноват, потому что ты не уследил, да? То есть вся ответственность все равно лежит на взрослых, на законных представителях ребенка. Законным представителем ребенка в детском доме является все-таки руководитель, да? Да я же шучу. Просто уже конец дня, и хотелось бы понять, что вы тоже еще с чувством юмора. Вот. Но мне бы хотелось что-то, какая-то мысль у меня была, значит, причины. Значит, он у нас адаптировался, адаптацию у нас проводит все-таки какие-то занятия, да, с ним будут у психолога по адаптации, диагностику педагог-психолог сначала провел, да, потом его адаптировал. Есть в каждом учреждении программа адаптации воспитанников к учреждению, да. Есть такие программы в детских домах по адаптации воспитанников вновь прибывших? Я еще не видела ни у кого. Хотелось бы посмотреть. Вот такой вот набор, да, программа для вновь прибывших, программа для тех, кто попал на учет, такие вот индивидуально-профилактические работы сейчас, скажем, под пристальным вниманием находятся, и когда мы переходим в учреждение, вот эта работа должна быть видна и документально, и визуально. Но то, что видно по учреждению, по воспитанникам, насколько они имеют контакт с педагогом-психологом и с педагогами. Вся эта атмосфера видна. Значит, мы определили адаптацию, мы определили, что он вновь прибывший, у него еще... вот что я хотела, тесные связи с родителями. Как мы будем взаимоотношения с родителями строить, ведь все равно он будет к ним хотеть вернуться или уйти к ним. Что мы будем в этой ситуации делать? Потому что это как один из таких вот больших магнитов, почему он стремится домой. Он стремится к родителям. Вот этот вопрос нужно проработать. Он будет. И когда мы будем решать следующие кейсы, то есть как в следующий раз, когда будем встречаться, мы с вами попробуем еще кейсы решить, которые вы уже сами придумаете. Подчеркнем мы плюсы социальной реальности, и они должны быть такими весомыми. То есть надо для себя решить, мы будем разрешать видеться или не будем разрешать видеться, будем разрешать контакты или не будем разрешать контакты. Угу. Я поняла, Светлана, что нужно именно плюсы искать в социальной реальности, которую они имеют. Вот этого, то, что они попали в детский дом и в регламентированное пространство, где все по режиму, где все закрыто на ключ, они как-то, наверное, другое имели в своем арсенале: открытые двери, свободного времени, вагон, сами себе предоставлены,
Скорее всего, была такая ситуация. Что еще мы можем предложить вот этому подростку, чтобы он... Вот в чем эта социальная реальность заключается? Да, он ищет свободы, а в принципе родители его не ограничивают. Я согласна в том, что в принципе, да, у них есть контакт с родителями, есть какая-то эмоциональная и физиологическая такая связь, да, в плане того, что родители все равно, они хоть пьют, хоть какого они там преступного склада, все-таки это родители. И что в этой ситуации делать? О, молодец, Светлана. Занять его свободное время. Чем? Чем занять свободное время? Варианты. То есть конкретные варианты должны быть. Угу. Ребенку 11 лет, он уже достаточно хорошо дифференцирует. Спорт, 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 спорт. А конкретно? То есть мы, получается, вот так вот абстрактно пока мыслим, да, в целом спортом его занять. А вот конкретно я вот отведу его к Василию Петровичу Лобанову, например, в секцию по шашкам, потому что он такой классный дядька. Но вот робототехника использовать как поощрение. Родителям будет приятно знать, что у тебя все хорошо. Угу. Сделать подарок для родителей. Угу. Сводить, показать кружки, патриотический кружок, можно шахматы ему по интересам. Угу. Такой вот духовно-нравственный компонент будем мы в нем взращивать. Дневная армия. Угу. То есть я вот так понимаю, что у вас вот эти все направления действуют, да? Назначить вожатым. Ага, назначить вожатым. Помочь ему найти контакты с воспитанниками. Угу. То есть посмотрите, как много вариантов. Самое главное, чтобы нашелся человек, который был бы значимым, который бы помог бы в этой ситуации ему закрепить привычку позитивного поведения и создавать ему ситуацию успеха. Завести дневничок для проработки чувств. Давать поручения. То есть завести дневничок для проработки чувств, это можно с посыла педагога-психолога, да, потом уже передавать в бразды правления воспитателю. Угу. Туризмом. Угу. Дневник наблюдений тоже вот есть в арсенале у Людмилы и Кристины. Ага. Вот, молодцы, что вы подключились к обсуждению. Если бы была такая реальная с вами работа, скажем так, лицом к лицу, было бы как-то более эффективно. Но принцип понятен, да, что мы с вами работаем в команде педагогического коллектива. И работаем так, чтобы каждый проникся этой ситуацией и ответил на вопросы, которые касаются дальнейшей жизни ребенка в интернатном учреждении. И если мы выдвинули какую-то гипотезу, выдвинули какие-то дальнейшие шаги, мы их не только стараемся, то есть если мы разговариваем о какой-то конкретной ситуации, например, мы находимся на совете профилактики или на педконсилиуме, то мы те рекомендации, которые разработаем вместе, совместно, да, то их надо воплощать и контролировать их воплощение так, чтобы это не осталось только на бумаге или один раз попробовали, не получилось и оставили это делать. То есть
планомерно, целенаправленно двигаться к позитивным целям и добиваться тенденций. И если даже ребенок в настоящее время не дал вам какого-то положительного результата, то все равно наша работа все-таки имеет отсроченный эффект. Это все вы прекрасно знаете, что вы работаете не зря, а работаете на благо тех, кто оторван от семьи. Это самая большая проблема. И в этой ситуации вам надо периодически пополнять свой эмоциональный запас энергии. И вам на самом деле вот всем по медали надо выдать, по большой, по огромной. Но и вам желаю, чтобы вы не оставляли эту работу, чтобы она вам приносила радость, и что результат он будет всегда положительным, если вы сами к этому относитесь с удовольствием, с позитивной какой-то энергетикой. И вам всего самого-самого доброго, яркого, светлого на вот вашем тяжелом профессиональном поприще, чтобы иногда, хоть иногда вот эти вот светлые моменты в жизни вас посещали и давали вам новый заряд бодрости для новых свершений. Мы с вами не будем оставлять кейсы, в смысле не будем оставлять решения кейсов, и периодически с вами будем встречаться и их решать. Я вам еще одно задание даю, чтобы вы в том письме, в котором вы напишете цели, задачи и профилактической работы, описали те кейсы, которые вы бы хотели решить. То есть те реальные конкретные ситуации, которые важны для вашей организации конкретной. Вот. Некоторые ситуации я слышала, и будем их решать сообща, вместе, уже записывая и прорабатывая каждую конкретную деталь. Старайтесь описывать подробно. Ну, это не будет ни для передачи никуда. Вы просто будете иметь возможность пообщаться в кругу. Я приглашу тех, кто может дать отдельные советы. И будем также в кругу решать там в Zoom, например, да, или еще в какой-то программе, где можно пообщаться вот так вот, не переписываясь в чате, а именно переговариваясь. Может быть, в скайпе, может, еще где-нибудь. Хорошо? Вот. Так что вам огромное спасибо, что вы откликнулись, что вы в строю, что вы действуете и ждите от нас дальнейших указаний. Будем работать вместе и будем работать с радостью и как можно более активно. Чтобы добиться результатов, нужно немножко поднапрячься. И мы будем еще больше с вами контактировать. И я буду рада всем помочь, чем могу, привлечь того, кого я могу привлечь, чтобы помочь вам. Будьте счастливы, здоровы. Всем успехов в работе. Спасибо за внимание. Наш семинар закончен. Если у кого-то есть вопросы, можете задать, можете письменно задать, можете задать по электронной почте отдел pps@mail.ru. Можете сейчас задать. Вам большое спасибо. Всем до свидания.